Жизнь бесценна только честь. Лермонтов и Байрон – это как бы очень дальние родственники. Ужасный человек. Отец Лермонтова, но это все из воспоминаний только бабушки, только тещи. Денис Давыдов тоже там заезжал постоянно, Мишеньке про войну рассказывал. Ну, как после этого было ему не написать Бородино, не стать гусаром? Сложный студент, у окошка садится, книжку открывает какую-нибудь французскую и демонстративно читает роман. А чего вы не слушаете лекцию? Я все знаю. Лермонтов бросает Московский университет, не доучившись, уезжает в Петербург. Вот так Лермонтов свой шанс, еще будучи студентом, познакомиться с Пушкиным упустил. Лермонтов становится военным. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Сегодня у нас не очень обычная встреча, потому что она посвящена такой теме, на которой я стараюсь говорить как можно меньше. Лермонтов – гениальный поэт, прозаик, огромное наследие. 350 стихов, 30 поэм, 7 прозаических произведений. Это не так. Михаил Лермонтов оставил очень маленькое наследие литературное, ну, сравнительно. Вот. Все. В одном томе. Здесь довольно плотно напечатано. Очень мало успел. Мы знаем, за всю жизнь у него был опубликован только один авторский поэтический сборник. Ну, плюс роман «Герой нашего времени». Остальные стихи либо в основном были опубликованы после смерти, либо при жизни, ну, в журналах, в альманахах. Отдельные книги не выходили. И если Пушкин при жизни был первым поэтом России, признан, то Лермонтов один из. И слава в основном пришла к нему посмертно. Есть огромное количество людей, которые разбираются в творчестве Лермонтова гораздо лучше, чем я. Вообще лермонтоведение – это прямо отдельная часть нашего литературоведения. Целая лермонтовская энциклопедия существует. Вообще мало кто у нас в стране удостоился персональной энциклопедии. И я уверен, что даже среди собравшихся в этом зале немало людей, которые гораздо лучше меня знают творчество Лермонтова. Поэтому я на литературные темы говорить практически не буду. Но только в связи с какими-то событиями биографическими. Поговорим мы о Лермонтове как о человеке. И, конечно, в первую очередь о том, что на самом деле довольно мало известно о Лермонтове как о офицере, как о профессиональном военном. Мы будем мало говорить о литературе. На самом деле Лермонтов удивительный человек. Он мог в равной степени стать художником, потому что десятки акварелей, картин маслом, очень профессионально. Сотни рисунков. Мог бы стать шахматистом. Очень хорошо играл в шахматы. Профессиональным музыкантом. Играл на скрипке, на фортепиано, на флейте, вообще музыкальный. Говорят, даже математиком мог бы стать. Но вот стал военным. Лермонтову не повезло, ведь Пушкина, ну и столетие со дня рождения отмечали широко, а столетие со дня смерти в 1937 году стало главным общегосударственным советским праздником. Собственно, тогда, в 1937 году, и появились и Пушкинский музей в Москве, и Пушкинская улица, и сотни-сотни всяких наименований, и полное собрание сочинений. Повезло в этом отношении Александру Сергеевичу. Лермонтову родился в октябре 2014 года. Столетие Лермонтова полным ходом шла Первая мировая война. Не до отмечания. Столетие смерти Лермонтова – это конец июля 1941 года. Не до праздников. Относительно широко отмечалось 200 лет со дня рождения Лермонтова. Я тогда служил в Министерстве культуры. Но хотя бы спустя 200 лет Михаил Юрьевич получил свой юбилей. Мы Лермонтова помним. Вот классический портрет в мундире. Об этом мундире еще обязательно подробно поговорим, собственно. Но все наши замечательные, начиная с Ираклия Андронникова, блестящие лермонтоведы, люди штатские. В армейских тонкостях особо не погружались в них никогда. Доходило даже до смешного. Я был недавно в одном замечательнейшем Лермонтовском музее, кстати, самом
первым музее Лермонтова в нашей стране. Все там обошел, знал, что буду лекцию читать, погружался в детали, а потом спрашиваю, почему везде говорят, что Лермонтова отправляли в ссылку на Кавказ, я сразу обозначаю, с понижением. Почему все время говорится, что за 6 лет военной службы, начиная с выпуска, он так и никуда не продвинулся по карьерной военной лестнице. Тут собрался коллоквиум сотрудников музея, которые наизусть все знают о Лермонтове. И все запутались. Никто не мог понять, как соотносятся эти воинские звания, гвардейские, драгунского полка, пехотного полка. Эти тонкости, которые для Лермонтова были очень важны, как и для любого офицера, человека, дворянина того времени, лермонтоведы не пишут. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Вообще как-то у нас сложилось в советские годы, что вот ссылка на Кавказ. Военная служба Лермонтова тяготила. Он там с первого дня мечтал посвятить себя литературному творчеству, уйти в отставку. Все это чушь полнейшая. Военная служба тогда для дворянина – это самое естественное, чем он может заниматься. Так же, как делали из Лермонтова в советские годы борца с царским режимом. Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, там, ну и так далее, и так далее. Лермонтов буквально предвидел Октябрьскую революцию. Давайте книжку там откроем, сами посмотрим. Это Миша в 14 лет пишет стихотворение. Оно, конечно, предвидение, предсказание, но что там повлияло на подростка Лермонтова? Может, он перед этим что-то прочитал про французскую революцию? Может, ему кто-то что-то рассказал, сон плохой увидел? Мы не знаем. Это не политическая позиция Лермонтова. Он был большим патриотом своей страны. И хотя, конечно, как любой гражданин, относился критически к происходящему вокруг, как и Пушкин. Это не значит, что он собирался свергать царя, либо мечтал переменить отечество. Конечно, нет. Мы с вами не сформируем правильное представление о Лермонтове, кстати, об его творчестве в том числе, если не поймем контекста времени, не поймем традиций, обычаев, ценностей той социальной среды, в которой он вырос. Не поймем с вами каких-то банальных вещей. Какая была зарплата у Лермонтова? Жалование. Какой офицера? А доход какой у него был? А сколько стоил этот? Вот такой точно гусарский мундир ментик. Прямо с его плеча, можно сказать. Подлинный экземпляр. А сколько стоили, он же гусар, кавалерист, кони. И тогда как жил вообще русский офицерский корпус? Тогда очень многое в творчестве Лермонтова нам будет понятнее. И тогда будет понятнее не только жизнь Лермонтова, тогда будет понятнее самое, наверное, главное. Нам будет понятна смерть Лермонтова. Потому что жизнь, она ведь сколько стоит? Какая цена жизни, скажите? Правильно. Все сейчас так скажут, что жизнь человеческая бесценна. И Лермонтов с вами совершенно не согласится. Так же, как не согласится никто из офицеров, друзей Лермонтова того времени и людей их круга. Потому что жизнь бесценна только честь. Лермонтов жил совершенно по другим правилам, чем мы живем сейчас. Это тоже надо понимать. Ну ладно, начнем давайте с самого начала. Лермонтов – древний род по отцу, который ведется от Томаса Лермонта, легендарного шотландского барда, поэта. Это историческая фигура, он ровесник Александра Невского, чтобы вы так сразу понимали, вот этот Томас Лермонт. Примерно эти же годы. Как и Александр Невский, вся его жизнь покрыта легендами, стала частью шотландского эпоса кельтского. Он там и перевоплощался, и превращался в зверей, и читал мысли, и видел будущее, и дружил со всеми королями и королевами. Ну, такой Мерлин. На самом деле, Лермонтов при жизни себя с ним не ассоциировал. Это потом придумали. Считается, что Томас Лермонт один из прародителей тоже предков Байрона, поэтому Лермонтов и Байрон как бы очень дальние родственники. Не так давно британская одна компания медицинская, которая специализируется на генетическом тестировании, сложно провела исследование ДНК
потомков шотландских Лермонтов, их очень много, потомков наших, близких Лермонтовых детей, понятно, не было, связанных с нашим Лермонтовым. Да, наши Лермонтовы действительно имеют эти кельтские какие-то там генетические цепочки, то есть они оттуда, но никак не связаны с потомками настоящими Томаса Лермонта. Конечно, это легенда, но совершенно точно известно, что все они прямые потомки шатского воина, как было записано в наших документах, шотландский воин Георг Лермонт, который в смуту, офицер-наемник, служил полякам, был взят в плен нашими войсками, потому что там, я не знаю, под предводительством Минина или Пожарского, какого-то из их отрядов, и принял самый правильный выбор, который должен принять честный военный, попавший в плен к русским. Что он должен сделать? Перейти на нашу сторону. Поэтому он перешел на нашу сторону, получил дворянство, приставку «ов» к фамилии. Был Георг Лермонт, стал русский православный Юрий Лермонтов. И вот от него, собственно, пошли далее все Лермонтовы. Погиб, кстати, геройски, как наш офицер при осаде, той самой осаде Смоленска. Был в войске генерала Шейна, вот героем моего единственного романа «Стена». Так что, кто не читал, почитайте. С той поры, кстати сказать, все Лермонтовы в роду мужском или Юрий, или Петр. Юрий Петрович, Петр Юрьевич, Юрий Юрьевич, все до одного. Михаил единственное исключение, потом объясню почему. Лермонтов наш потомственный военный, от Георга и далее дед у него, капитан лейб-гвардии Преображенского полка, отец офицер. Родился Лермонтов, почему-то во многих биографиях написано, что он родился в Тарханах. Лермонтов родился в Москве, где высотка на Красных воротах. В этом самом месте стоял дом, где родился Лермонтов. Домов тогда мало, на самом деле, было в Москве осталось, потому что это 814 год. После пожара сгорело 2/3. Вы можете себе представить, 2/3 здания в Москве сгорело. Вот в одном из уцелевших родился Лермонтов. Дом этот, к сожалению, снесли, построили высотку. Станция метро Лермонтовская. Потом в перестроечные годы она пострадала. С хорошей, в принципе, по идее, кампанией возвращения исторических названий, когда Горького стала Тверской, Пушкинская, Дмитровкой. Хотя там было и много всякой ерунды. Меня очень больше всего раздражает улица Грибоедова, которая стала каким-то Харитоневским переулком, по-моему, да? У нас Грибоедовский ЗАГС, главный, дворец бракосочетания номер 1, вот я там сочетался. Очередь, говорят, туда месяцев 6 запись. Есть время подумать. Грибоедовский ЗАГС на Харитоневском переулке. Чем Грибоедов не угодил, непонятно. И вот Лермонтовскую переименовали, Красные ворота, но мы все, кто любит кино, знают это место, потому что там памятник, мужик в пиджаке и дерево. Во. Сидит. Кто? Мужик этот твой. О, деревня, а? Ну ты даешь. Кто же его посадит? Он же памятник. Про памятник Лермонтова знают все. Семья. Это тяжелая история. Бедный Миша Лермонтов, как говорится, обречен был к психологу сразу идти, если не к психотерапевту. Смотрите, дедушка тот самый, офицер Преображенского полка. Уж не знаем, что там у него было с бабушкой. Много разных версий. Мы сейчас очень много будем фантазировать с вами по ходу дела, потому что потом, по факту, после смерти Лермона, когда он стал великим, и все стали писать вдруг воспоминания, все его, и девушки Лермонтова стали писать воспоминания, и все, кто ему отказал, стали писать, и кто не отказал, и все друзья, и все, кто рядом стояли. Оказалось, что они были рядом с великим человеком. И потом это все противоречит друг другу. Поэтому мы будем с вами заниматься такой реконструкцией. Не значит, что оно было так на самом деле. Я сразу оговариваюсь, наверняка профессиональные лермонтоведы знают лучше. Но мы будем нашу реконструкцию выстраивать. Поместье, свечи, вечер, ужин. Дедушка Лермонтова закуривает трубку,
капитан лейб-гвардии в отставке, и говорит: надоели вы мне все, я с вами прощаюсь и ухожу. И уходит спать. Ну, все думают, в очередной раз выпил лишку. А он яд принимает после этого. И утром хладный труп. Покончил с собой. Миллион версий почему. С супругой, бабушкой Лермонтова, будущей властной, известной такой в нашей истории помещицы Елизаветы Арсеньевой, видимо, отношения были не очень, потому что бабушка, когда его отпевали в церкви, видимо, факт самоубийства как-то там поначалу скрывали, иначе бы не отпевали в церкви. И она на всю церковь, типа, туда тебе и дорога. Такие высокие отношения. Бабушка потеряла мужа. Дальше у нее единственная дочь. Мария, вся такая воздушная, болезненная. Наверное, чехотка, судя по всему, тогда массовое заболевание. Бабушка ее опекает, никуда не выпускает. Первый же бал. Молодой, красивый, статный офицер влюбляется. Юрий Лермонтов. Чуть ли не убежали из дома. Какая-то тоже история романтическая. Мать категорически против брака, потому что он тебе не ровнего. Почему не ровнее, сейчас расскажу. Кто такой? Армейский капитан. Никто. Нищеброд. Любовь. Потом якобы бабушка говорила, я была права. Я видела насквозь, потому что он тебя не любит, он тебе изменяет со всеми подряд, с крестьянками, с няней, с соседками. Он семью не содержит плохо, если бы не я. И вообще рукоприкладствует даже. Ужасный человек. Отец Лермонтова. Правду мы не знаем. Если мы почитаем письма, сохранились. Переписка отца и матери Лермонтова, любят друг друга, прекрасные письма. Никаких упреков в рукоприкладстве, ничего такого. Но бабушка не взлюбила зятя. А когда еще ее дочь умирает в 22 года, представьте себе, Мишеньке 3 лет нету. Тут бабка взвелась, говорит, я внука не отдам. Отец хотел сначала взять его к себе, в деревню, как-то заниматься воспитанием. Говорит, внук слабенький, денег у тебя на воспитание нет, давай договоримся так, зять, дорогуша. До совершеннолетия он живет со мной, ты приезжаешь к нему в любое время, когда хочешь. Приезжай, проведывай, живи здесь, Бога ради. Но я за все отвечаю. Он у меня единственный наследник. У меня больше никого нету. Я все отдам ему. Дам лучшее образование, лучших преподавателей, лучших докторов. Потому что здоровье хилое у мальчика, пишет в воспоминаниях, почти не ходит. Перейдет и сидит дальше, и лежит. Из угла в угол в комнате. Не бегает. Болеет. Ты его не выходишь. Составляется завещание. Такой очень серьезный юридический документ, что все завещаю Михаилу Лермонтову. Кстати, Михаил, потому что бабушка имя выбрала. Она даже отцу не разрешила имя выбрать. Никаких Юрьев. Все завещается Михаилу Лермонтову при условии, что он до совершеннолетия живет в поместье либо где-то только под бабушкиной опекой. Если отец его по любому поводу забирает из-под бабушки, то все наследство распределяется, как было написано, передается роду Столыпиных. То есть всем там по чуть-чуть. Больше наследников у Елизаветы Арсеньевой нету. Отец соглашается, бабка не была бы бабкой, она тут же нарушает все договоренности, все, что обещала устно, не записано. То есть можешь приезжать? И он приезжает в Тарханы. Первое время довольно часто, только сына там нет. Как только они узнают, что отец едет, сына в соседнюю деревню или в гости, или еще куда-нибудь. Как можно меньше, чтобы общался с отцом. И он действительно очень тоскует. Он отца, естественно, любит. Отец его любит. Видятся они редко. Фактически при жизни отца сирота получается. Ни матери, ни отца. При этом бабка, естественно, тоже души в нем не чает по-своему. И балует Мишу дико. То есть ему дозволено все. Хочешь там девок, дергай крепостных за косы. Хочешь, бросай камни в птиц, а хочешь в людей. Ничего тебе за это не будет. Хочешь, хулигань, поджигай. Значит, Мише дозволено все. Миша, конечно, мальчик очень одаренный. С детства говорит стихами, в рифму, экспромтами. У него учителя музыки, он прекрасно играет на музыкальных инструментах.
он много читает, у него самые лучшие преподаватели французы, немец, англичанин, соответственно, там с детства полиглот. Читает книжки на всех языках. Она ему потешный полк организовала у себя в деревне, как вот Петру Первому. То есть крепостных собрала это детвору, им пошила военную форму, а Мише генеральскую. Вот он там в 7 лет генерал ходит, командует. Любой каприз. Это здорово, но, как вы понимаете, на перспективу характер у парня сложный после такого баловства. Потом по жизни бабушка будет, конечно, главной заступницей во всех ситуациях. Михаила Лермонтова, уже взрослого парня, она к Бенкендорфу ногой двери открывала, к Дубельту. Все ее знают, все принимают. Откуда связи, влияние? Почему? Потому что тогда семейные связи означали гораздо больше, чем сейчас. И родственные. Как не породеть родному человечку во всем? Это сейчас в школе, по-моему, семьеведение вводится со следующего года. От безысходности нашей, так сказать, пропитанной европейскими ценностями. Нет, тогда семьеведения не было, но все понимали, что семья, род – это главное. А род у Лермонтова такой. Бабушка по мужу Арсеньева. Кому что скажет эта фамилия? Малоизвестная на самом деле. Дарья Арсеньева – это жена Алексашки Меньшикова. Неплохо тогда. Поэтому Арсеньева – это Меньшикова, родственники по линии жены. И тот самый правнук Александр Меньшиков, тезка, который герой войны 812 года, который генерал-губернатор Финляндии, который морской министр и наиболее известен нам как командующий нашими войсками впоследствии в Крыму, в Крымскую войну. Это вот прямой родственник Лермонтова, правнук Меньшикова. Соответственно, муж из Преображенского полка, который покончил с собой, муж бабки Лермонтова, он вообще лучший друг и собутыльник братьев Орловых. Не расставались за бильярдным столом. Поэтому, конечно, всех знает через мужа. У самой фамилия девичья Столыпина. Это общеизвестно. Последующий премьер, наш самый знаменитый, наверное, в дореволюционной истории, Петр Аркадьевич Столыпин, он хотя и сильно младше Лермонтова, но по родственным связям он его троюродный брат. Кто вот при жизни Лермонтова, к кому он мог обратиться? К братьям своей бабушки, то есть своим двоюродным дядьям или дедам. Вот считаем. Столыпины. Дед Лермонтова Столыпин по линии матери содержал крепостной театр, весь погружен в зефирах и амурах, сам толст, его артисты тощи. Вот он там распродал своих всех крепостных артистов поодиночке. Вот о нем Грибоедов написал. Дяди Лермонтова. Другой Столыпин, полковник, адъютант Суворова. Следующий Столыпин, дядя, генерал, комендант Севастополя. Следующий Столыпин, сенатор, просто ближний человек, самый близкий друг Спиранского. И так далее, и так далее. Все двери, все кабинеты открыты, везде близкие родственники. Поэтому вот такая влиятельная бабушка. И плюс ко всему она еще и бизнесменша, бизнесвумен. Это мы с вами думаем, что Вишневый сад, Раневская, там они все такие воздушные, эти помещицы, безалаберные, беспечные. Бабушка Лермонтова была помещицей что надо. Формально она не мультимиллионерша, то есть у нее поместье Тархан, это 4000 десятин, где-то 500-600 крепостных, душ мужского пола. Это не очень много. Такой средний бизнес, как бы сейчас сказали. У Пушкина 300. У Пушкина денег всегда нет, потому что он все это отдал своим управляющим. Доходов нет. Бабушка управляла сама. У бабушки все, что надо. Она хлеб продает. Никакого там оброка. Потому что барщиный оброк когда? Когда ты в Петербурге служишь, тогда все передал на оброк, что ты там получаешь. А когда ты сам занимаешься бизнесом, то лучше барщина. И сам будешь продавать этот хлеб с низкой себестоимостью. И сама разводит она племенных овец. И сама она торгует шерстью высококачественной. И у самой у нее винокуренный завод. Хорошая статья бизнеса. Она, то есть, зарабатывала на всем. Мне больше всего
порадовало, как она красивых девушек продавала. В хорошем смысле этого слова. Ну, что красивая девушка будет сидеть в деревне? Ну, что, какая перспектива у нее, какая жизнь? А тут рядом друзья-предприниматели, купцы, владельцы трактиров богатые, пензенские. А им крепостных иметь нельзя, потому что они не дворяне. И она с ними договаривалась. Хотите красивую себе горничную? Я ее отпускаю на волю, мы с вами договариваемся, но заплатите вы мне раз в 5 больше за это, чем я бы ее продала просто какому-то другому помещику. Вот она так 30 самых симпатичных продала, как бы сейчас сказали, неофициально через банковскую ячейку, местным богатеям. Вот. Ну, а что, им тоже хорошо. Во-первых, они официально становятся свободными, дети их будут свободными. Но и лучше быть при добром купце, чем где-то там в деревне пропадать. Считала, что еще сделала им счастье. Она очень много тратила на Мишеньку, но еще и откладывала неприкосновенно запас. Все, что она откладывала, никто про это не знал, потому что откладывала она все для Мишеньки. И когда она умерла, ее состояние в наличности, помимо хозяйства, заводов, всего-всего-всего-всего, помимо бизнеса, это еще 300 тысяч рублей в наличности. Сколько это в деньгах? По современным меркам посчитать невозможно, потому что совсем разные цены на все. Но я вот крутил, вертел, ну, где-то в нынешних ценах, на мой взгляд, где-то от 15 до 30 миллионов долларов в наличности она для Мишеньки держала капитал. Помимо всего остального. Но, к сожалению, ничего ему не досталось, что еще раз говорит о том, что откладывай, не откладывай, все мы откладываем. И очень редко, когда не жалеем, чтобы не потратили при жизни. Миша болеет. Она возит его на Кавказ, на воды. Тогда только-только открыли все эти курорты. Уже Железноводский есть, Кисловодский, Сентуки, императорские курорты. Уже там наш любимый с вами доктор Гаас пишет статьи о пользе минеральных вод. Пятигорск, Горячеводск. И ее и родственница, естественно, там помещица. И вот она в поместье к родственнице несколько раз надолго вывозит Мишеньку на воды и действительно помогает. Он себя чувствует гораздо лучше. Помещицу в народе зовут авангардная помещица. Я так поинтересовался, думаю, почему авангардная? Ну, то есть, связано ли это как-то с современным искусством? Нет. Она была авангардная помещица, потому что жила в авангарде. Прямо на линии, как бы сейчас сказали, боевого соприкосновения с горцами. То есть это юридически наши земли, но это прямо вот очень опасные. Ну, генеральша, муж где-то в войсках, у нее казачьи разъезды прямо в ее поместье. Заодно и охраняли, она им жилье давала. Рассказывали, что когда ночью набат бьет, она просыпалась, что случилось? Пожар? Нет, барыня, чеченцы напали. Она, ой, слава тебе, Господи, отобьются. Переворачивалась и засыпала. Крепкие нервы. В самих Тарханах это сейчас Пенза, провинция. Не место красить человека, а человек место. Имение Тарханы у бабушки Лермонтова было центром светской жизни. Туда постоянно приезжали все. Она организовывала там карточные турниры какие-то. Все местные помещики тусовались, музыкальные вечера. Денис Давыдов, лучший друг, и тоже там заезжал постоянно. Мишеньке про войну рассказывал. Ну, как после этого было ему не написать Бородино? Не стать гусаром. Жизнь кипела. И вот получает Лермонтов хорошее домашнее образование. Бабушка решает, что проехать в Москву, продолжать обучение. Он сдает, естественно, экзамен сразу в 4 класс, потому что хорошо подготовлен. И он поступает в благородный пансион при Московском университете. Это что-то типа на тот момент Царскосельского лицея, только в Москве. Проживание с пансионом, элитная школа, очень дорогая. Бабушке ничего не жалко. Она снимает дом здесь, на Арбате, на Малой Молчановке. По-моему, кстати, дом этот сохранился. Может быть, кто-то из вас не был, сходите. Это один из музеев Лермонтова. И Лермонтов там живет. Бабушка его из рук не выпускает. Никакого пансиона. Занятия закончились, домой. Мы тебя отвозим. Утром привезем обратно. Церковь здесь рядом, они ходят. Чудом сохранилась в начале Нового Арбата. Называется Симеона Столпника на Поварской.
И Гоголь был ее прихожанином, и Победоносцев там венчался. Известный брак самый неравный графа Шереметьева, да, с Прасковьей Жемчуговой, там же. То есть вот чудом церковь сохранилась, слава Богу. Лето они проводят в усадьбе Середнякова, это сейчас прямо под Москвой. Кстати, замечательная усадьба. Один из самых положительных примеров того, как усадьба сохраняется частыми усилиями. Она находится в аренде у ассоциации «Лермонтовское наследие», которое возглавляет по боковой линии один из потомков родственников Лермонтова, так его зовут, Михаил Юрьевич Лермонтов. Там музей Лермонтова, там музей Столыпина, потому что, опять же, это же все родственники. То есть усадьба принадлежала вдове генерала Дмитрия Столыпина. Дмитрий Столыпин – это, соответственно, брат бабушки генерала. Вдове принадлежала усадьба, опять же, родственные связи. Ну, где лето проводить? В Москве душно. В усадьбе. Пока Лермонтов учился в московском этом элитном пансионе, вот он ездил в усадьбу. Потом она перешла это наследство сыну генерала Столыпина, Аркадию Дмитриевичу, а, соответственно, наш Петр Аркадьевич Столыпин, его сын. И он тоже там жил летом. То есть вот они в одном доме жили, Столыпин и Лермонтов, только с шагом в поколение. В пансионе учились Грибоедов, Ермолов, Жуковский, братья Милютины. То есть это на самом деле престижная, дорогая, элитная школа. Лермонтов учится хорошо. Он вообще, где бы ни учился, везде самый умный, самый начитанный. И это тоже не на пользу, потому что он ощущает себя самым умным. Учиться особо не хочет, поэтому по программе. Поскольку пансион при МГУ, при Императорском Московском университете, поступает в университет на нравственно-политическое отделение. Мы помним с вами, да, что когда университет создавался, там было всего 3 факультета. Философский, юридический и медицинский. От частных факультетов расширили, преобразовали. И вот во время Лермонтова был нравственно-политический факультет, название какое, как бы для подготовки элиты государственных служащих главным образом. Разные там учились люди. Герцен Огарев в университете одновременно с Лермонтовым. Виссарион Белинский. Ну, Лермонтов, правда, с ними не общался. Это такие разночинцы. У него друзья, наверное, были познатнее. Нравственно-политический факультет, там кафедры богословия, политэкономии, соответственно, философии, права. То есть вот все эти современные факультеты, сегодняшний юрфак, экономфак, философский факультет, они вот считают себя наследниками этого отделения. Проучился Лермонтов там 2 года. Сложный студент. Приходит на лекцию, у окошка садится, книжку открывает какую-нибудь французскую и демонстративно читает роман. Вот, Лермонтов, чем вы занимаетесь? Читаю интересную книгу. А чего вы не слушаете лекцию? Я все знаю. Ну ладно, спросим вас на экзамене. На экзамене Победоносцев отец говорит, отвечайте по билету. Говорит, не буду. Я вам давайте в целом расскажу о предмете. То есть я предметом владею, но на билет отвечать не хочу. С таким характером бабушкин внучок Лермонтов, хотя он очень умный и получает даже первое время какую-то особую награду за успеваемость. Никому не нравится. С преподавателями отношения у него не очень. Он говорит, что учат плохо и уезжает в Петербург после 2-го курса. Тогда в университетах учились не менее 3 лет. 3 года основное обучение, потом можно получить чин, уйти на службу, как Грибоедов. Можно продолжить обучение по магистерской программе, либо докторской программе, ну, примерно как сейчас. Ну, что там, 1-2. Лермонтов бросает Московский университет, не доучившись, уезжает в Петербург, подает заявление сразу на 3-й курс Петербургского университета. Мы помним с вами, что университет петербургский долгое время не существовал, был большой перерыв его. И он как раз в 1819 году возрожден усилиями графа Уварова. До этого это был главный пединститут. Всего у нас диспут, какой университет первичнее, главнее, московский или питерский. Московский, а на самом деле питерский, да. А некоторые скажут питерский, а на самом деле московский, да. Питерский по названию, а московский по сути. По сути. Потому что Питерский университет не был университетом с точки зрения того, каким должен быть университет. Устав, самоуправление, профессура, кафедры обучения на родном языке. Это ничего не было. Питерский – это крошечное академическое какое-то учебное заведение при Академии наук, которое после смерти Ломоносова вообще закрылось.
И не было его многие десятилетия. Вот пока граф Уваров уже на базе пединститута Питерский университет под тем же названием не возобновил. Поэтому у нас всегда говорят, первый в России, раньше писали так, сейчас никто так не пишет, чтобы с питерскими не ссориться. А раньше писали, что первый в России Московский университет основан профессором Петербургского университета Ломоносовым. Поэтому и так можно. Лермонтов подает заявление в Питерский университет, где ему говорят, чего? На первый курс давай. Мы вам в зачет эти 2 года не берем. Лермонтов страшно обижен и говорит, все, я в армию. Тоже экзамен, все как положено, поступает в военное училище, которое называется «Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров». Вот тут мы с вами подошли, собственно, к военной теме, главной теме, профессиональной, помимо литературной, в жизни Лермонтова. Лермонтов прельщает короткий срок обучения. Он считает, что он 2 года потратил, поэтому надо как-то побыстрее определяться с высшим образованием, а в этой школе эксклюзивно очень короткий срок обучения. Всего 2 года. Через 2 года тебя выпускают при сдаче экзаменов офицером и сразу в гвардию, потому что это очень дорогая, опять же, элитная военная школа. Школа была создана по инициативе Николая I, тогда еще великого князя Николая Павловича, чтобы обеспечить высшее военное образование для молодых людей, уже взрослых, которые уже пропустили то время, когда надо поступать в кадетское училище. Это школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Потом со временем она много раз реорганизовывалась, превратилась в одно из самых элитных в Российской империи Николаевское кавалерийское училище. Такой был оплот монархизма. После революции 17 года, мы помним с вами, февральская революция, заговор генералов, все против царя. Армия быстро присягнула временному правительству. Все ликовали, в воздух чепчики бросали с красными бантами. Вчерашние генералы, князья и графы ходили. Николаевское кавалерийское училище отказалось присягать временному правительству. Юнкера что-то там тянули, то украли свой штандарт и уехали с ним в Киев. В итоге училище расформировали. А юнкера потом стали костяком Белой армии Деникина. Если мы с вами посмотрим белых генералов, все через одного выпускники Николаевского кавалерийского училища, в которое поступает Лермонтов. У Лермонтова мечта потом по жизни была. Он очень хотел познакомиться, как-то сойтись с Пушкиным. Он целые интриги, он там пытался через знакомых какой-то организовать вечер, и Пушкина на него позвать. Он хотел показать Пушкину свои стихи, потому что он все время пишет, их чуть-чуть даже публикуется в разных журналах, но он очень стесняется в первое время, а Пушкин его абсолютный идеал. И вот если бы он остался учиться в университете, не уехал в Петербург, он бы прямо там познакомился с Пушкиным. Потому что Лермонтов переехал в Питер в августе, а в начале сентября, в начале учебного года в Московский университет с лекцией знаменитой приезжает Пушкин. Лекция «Диспут о слове о полку Игореве», выступает перед студентами, сокурсниками Лермонтова. Пушкина тогда привозит Уваров как раз. Помните, я в лекции об Уварове об этом рассказывал, когда Уваров заходит в аудиторию и говорит: все вы здесь изучаете искусство, а я к вам привез само искусство. Представляю, Пушкин. Тогда они еще дружили. Вот так Лермонтов свой шанс, еще будучи студентом, познакомиться с Пушкиным упустил, и потом так никогда они и ни разу не виделись и не разговаривали. Лермонтов становится военным. Тут несколько слов о том, что из себя представляла система военного образования в те годы. Это очень важно. Армия тогда не такая, как сейчас. Армия профессиональная. Офицеры служат, пока не уйдут в отставку или, собственно, всю жизнь. Срок службы не ограничен. Солдаты служат в разное время по-разному. Рекруты 30 лет, 25 лет, потом снижали. По сути, это профессиональные солдаты. Она не такая многочисленная, как сейчас армия, но очень подготовленная. Лермонтов таким образом хочет стать профессиональным офицером. Как готовили офицеров в Российской императорской армии? Как можно было стать офицером? Существовало очень немного учебных заведений.
Ну, во-первых, офицеров выпускали кадетские корпуса. Это не то, что сейчас Суворовское училище. Сейчас Суворовское училище – это школа с формой и некими элементами небольшими подготовки к военному образованию. Главным образом больше дисциплины, больше спорта и пансион. А тогда кадетский корпус, ты идешь туда и уже точно должен стать офицером. Учились долго в кадетских корпусах, до 9 лет. И поступали, начиная от 7 лет и старше. 7, 8, 10 лет. В разные корпуса единой системы не было. Но отучившись эти 8-9 лет в кадетском корпусе, ты выходишь офицером. Сразу в армию. Находились кадетские корпуса в столицах и в губернских городах. Были, в общем, по численности очень небольшие. Далее, помимо кадетских корпусов, которые аналоги современных военных училищ, только с детства, военно-сиротский дом – это тоже военное училище, только для сирот, для тех, у кого отец-офицер погиб, умер. Дальше. Пажеский корпус – это самое маленькое и самое элитное военное училище. Та же самая созданная новая школа гвардейских подпрапорщиков, куда попал Михаил. Дворянский полк специальный, готовит офицеров. Дворянский полк – это как бы ускоренные курсы офицерские. Там не 8-9 лет, не 5, а год-два. Война 812 года, вообще наполеоновские войны показали огромную нехватку офицерского корпуса. Просто, во-первых, офицеров мало, во-вторых, они выбывают естественным путем. Поэтому при крупнейшем кадетском корпусе создали дворянский полк специальный, через который стали массово прогонять молодых людей. Туда можно было уже поступить лет в 15-16 и через год-два выпуститься офицером. Были еще специальные военные училища, артиллерийское, инженерное, топографическое. Были учебные заведения, которые можно было, закончив, тоже пойти в армию, сразу получив звание. Например, Царскосельский лицей. Там были военные предметы. То есть Пушкин мог пойти не по линии МИДа работать. Там и фехтование, верховая езда, основы какого-то военного дела. Сдал экзамены, как многие его сокурсники, однокашники и поступили. Ну и были еще спецвыпуски инженеров Института путей сообщения, Горного, Лесного института, тоже окончив эти технические вузы, все основанные в основном при Николае. Николай инженер, он большое внимание уделял инженерному техническому образованию, тоже можно было пойти офицером в армию. Но все равно офицеров мало, потому что все эти учебные заведения очень маленькие. Это не современные институты, там какие-то университеты на десятки тысяч студентов. Значит, численность такая, для понимания. Самые большие два кадетских корпуса, первый и второй, 700-800 кадет. Всего, все годы вместе взятые. Маленькая школа. Военно-сиротский дом 500. Пажеский корпус 170 кадет. Московский кадетский корпус 500. Вот самый большой – это дворянский полк, эти ускоренные курсы, там примерно 2500 кадет. Ну, то есть в год выпускается, по большому счету, на всю страну несколько сотен офицеров. Всего. Как поступить и кто мог поступить в эти специальные учебные заведения, как Лермонтов? В основном дети дворян. Лазейки были в провинции. Оренбургский кадетский корпус, Сибирский, Бомский кадетский корпус. Детей казаков принимали. Можно было поступить, дети однодворцев как-то могли туда попасть. Но это все лазейки. В основном это кастовое образование, закрытое для детей дворян. Ну, может, ты унтер-офицер, твой отец геройски погиб на войне, и вот тебя примут. Этот Омский кадетский корпус. И вот кадетский корпус заканчивали омские генерал Карбышев, Валериан Куйбышев, генерал Мединский такой был, генерал-губернатор Ташкентский из Самарканда. Поэтому так можно было пробиться. Но поскольку, опять же, офицеров не хватало, а армия – это социальный лифт, то главный путь в офицеры для простого человека – какой? Не через учебное заведение, а через армию, через долгую, успешную службу. Надо понимать, что в те годы между прапорщиком, прапорщик – это первый офицерский чин, то есть как сейчас младший лейтенант. Сейчас сразу лейтенанта получают после военных училищ. Раньше младшего лейтенанта, вот тогда первый офицерский чин – прапорщик. Ничего обидного, это офицер, знаменосец, прапор. Пропасть между прапорщиком, 14 разряд в табеле о рангах,
И фельдмаршалом была меньше, и преодолеть эту пропасть было легче, чем между солдатом и прапорщиком. Потому что там пропасть непреодолима. Солдаты – это рекруты, в основном крестьяне бывшие, главным образом. А прапорщик сразу давал дворянство. По табели о рангах изначально при Петре сразу потомственное дворянство. Первый офицерский чин. Вот выбиться в дворяне – это просто совершить космический карьерный прыжок. Постепенно это становилось все более и более возможным. Даже тогда, когда дворянство пыталось всячески закрыться, регламентировать себя уже в екатерининские времена и позже. Как это делалось? Следующим образом. В полку открывается вакансия на офицерскую должность. Погиб офицер. Или что-то случилось. Открылась вакансия. Командир полка был очень четко прописанный порядок. Он не мог там кого угодно на эту должность представить, на офицерскую. Он должен был представить на замещение кого-то из дворян унтер-офицеров. Дворянин мог быть унтер-офицером, просто он не заканчивал военное училище, как-то оказался на унтер-офицерской должности. При этом он должен был прослужить, этот дворянин, в армии не менее 3 лет. Если в полку не оказывалось такого молодого дворянина с выслугой, то командир полка представлял старшего унтер-офицера из недворян. Далее тоже порядок. Сначала из тех недворян, которые дети дворян, но не наследственно, не передаваемые по наследству. Или из мещан, или из духовного сословия. Но если таковых нет, то можно кого-то из крестьян, толкового унтера, из рекрут. Но условие: этот рекрут должен был отслужить в армии не менее 8 лет. Или, если он совсем-совсем безродный, 12 лет. И можете представить его на замещение офицерской должности. То есть все-таки социальный лифт работал. Потом эти правила менялись, смягчались, особенно во время войн, во время наполеоновских войн, во время войны 812, 13, 14 годов. Огромные потери в офицерском корпусе. Скалозуб говорил, да, полковник. Довольно счастлив я в товарищах моих. То есть то один убудет, то другой. Вакансии все новые открыты во время войны. Можно продвигаться, вакансии открыты. Так вакансии были открыты офицерские, в том числе и для простых солдат. Поэтому были случаи массовые, когда даже в гвардейских полках офицеров нет гвардии. И вчерашний крестьянин, рекрут, служил там несколько лет, он зарекомендовал себя, и его назначали на офицерскую должность с последующим присвоением офицерского звания в гвардии. Можете себе представить. Были еще там разные категории однодворцы, которым было проще тоже стать офицером. Казачество там тоже было попроще. В итоге, в конце концов, примерно к середине XIX века половина офицерского корпуса – это из недворян. Это прорвались, пробились. Поэтому не надо думать, что там был один нобилитет. Конечно, нет. И обязательно несколько слов о литературе, которые можно было бы порекомендовать, чтобы получше узнать о времени Лермонтова, о той эпохе. Я собрал здесь несколько книжек. Попрошу, чтобы вывели обложки на экран, потому что это будет интересно всем, кто интересуется всерьез лермонтоведением. В первую очередь, Лермонтовская энциклопедия, издание Академии наук СССР 1981 года. Как я вам говорил, немногие удостаиваются персональных энциклопедий. В Лермонтовской энциклопедии все очень-очень подробно. Серия ЖЗЛ. Виктор Афанасьев. Можно рекомендовать в качестве весьма увлекательного чтения. Пересказывать не буду, но обратите внимание на саму фигуру автора. Афанасьев – известный литературовед, автор книг о поэтах Жуковском, Рылееве, Батюшкове, Языкове, то есть специалист в этом времени. Под старость принял монашеский постриг. Стал писать по теме православия и похоронен в Оптиной пустыне. Еще одна интересная книга Лермонтов в воспоминаниях современников. Вы знаете, я люблю читать воспоминания современников, потому что всегда хочется надеяться, что, собственно, это и есть правда. Воспоминания подобраны любопытные, той самой Сушковой.
Я сознательно в лекции не говорил о женщинах, их у Лермонтова было немало, отношения с ними были разные, сложенные, и все это сильно влияло на его жизнь. Вообще Лермонтов и женщина – это тема для отдельных исследований. Мы все-таки о Лермонтове как офицере главным образом. Так вот, воспоминания той самой возлюбленной, позже брошенной им Сушковой, воспоминания его родственника Шангирея, Ивана Тургенева, нашего выдающегося писателя. Он видел Лермонтова несколько раз. Интересно оставил описание от этих встреч, как он встречал Лермонтова на балах, на светских приемах. Тургенев увидел Лермонтова, стоявшего на балу где-то в углу. Он не улыбался, был очень сумрачен, и к нему постоянно, безочередно все подходили. Лермонтов был знаменитостью уже тогда в рамках светского Петербурга. О чем-то его спрашивали, дотрагивались до него, задавали какие-то вопросы. Лермонтов делал вид, что отвечал, делал вид, что улыбался. Глаза его совершенно не улыбались и как будто смотрели сквозь своих собеседников. Это было, наверное, менее чем за год до его гибели. Мемуары всегда обладают той привлекательностью, что кажутся нам достоверными, но не стоит забывать, что никто не врет более чем очевидец. Князь Васильчиков, кстати, тот самый, который был возможным секундантом на дуэли Лермонтова, оставил подробные воспоминания. Родственник одного из самых прославленных хозяев этой усадьбы, где находится музей военной формы. Вот что пишет князь Васильчиков. В Лермонтове было 2 человека. Один добродушный для небольшого кружка ближайших друзей и для тех немногих, к которым он имел особенное уважение. Другой заносчивый и задорный для всех прочих. Ираклий Андронников, наш прославленный лермонтовед, получил за книгу о Лермонтове государственную премию СССР 1967 год по материалам, собранным самим автором в архивах, музеях и библиотеках. Ну и, наконец, последнее, наверное, Владимир Захаров «Загадки дуэли», издано не так давно, уже в начале 21 века. Владимир Захаров тоже человек, как написано в предисловии, десятки лет проведший в лермонтоведении. Вообще страшное слово. Вот как описывается дуэль Лермонтова. Впрочем, не буду вам цитировать, лучше прочитайте версию того, как проходила дуэль Лермонтова. Несметное количество. Реконструкцию, как это могло выглядеть, на мой взгляд, я как раз расскажу вам в продолжении нашей сегодняшней встречи. И список наш будет неполным, если мы не упомянем и большое исследование, подготовленное очень дальним боковым потомком рода Лермонтовых, но потрясающим энтузиастом истории рода Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, да, тем самым, который из музея усадьбы Середнякова под Москвой. Его исследование называется «Лермонты» или «Лермонты». 1057-2007 год. Михаил Юрьевич считается прямым наследником того самого Джорджа Лермонта, который, собственно, является основателем российской ветви Лермонтовых. В отличие от нашего Михаила Юрьевича, это другая, боковая, параллельная ветвь. И обязательно, всегда по традиции, мы рекомендуем, что посмотреть о Лермонтове. У него счастливая судьба была в этом плане. Много экранизаций его произведений. Экранизировано был, знаете, еще до революции песня Кузнеца Калашникова. Немой черно-белый фильм, снятый в самом начале 20 века. Помимо известного фильма «Маскарад» режиссера Сергея Герасимова, было огромное количество постановок «Маскарада» в театрах. Я видел 2. Первая – это реконструкция знаменитого маскарада Мейерхольда в Александринском театре. Чем был Мейерхольдовский маскарад знаменит? Тем, что, во-первых, это был ужасно дорогой спектакль, очень дорогие декорации, костюмы, все было очень помпезно. А во-вторых, премьера его прошла прямо в первые дни февральской революции 1917 года. То есть, представляете, Александринский императорский театр, дорогущая постановка, портер уж полон, ложи блещут, все в золоте, мундиры, а на улице голодные толпы, революционные солдаты, стрельба, крики, хлеба. Зрелище все здесь, в театре. И рушится величайшая империя в истории. Прямо вот по ходу спектакля. Маскарад был восстановлен Александринским театром,
как раз к 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича. Масштабная постановка. Большой режиссер Валерий Фокин ее сделал. Я посмотрел. Зрелище красивое, очень авангардистское, на большого любителя. Тому, кому нравится Мейерхольд и всякие современные течения в театральном искусстве. Есть иной маскарад в постановке недавно ушедшего от нас Римаса Туминоса. Маскарад Вахтанговского театра. Множество фильмов, снятых в советские годы, в основном по герою нашего времени. В нулевые появился герой нашего времени Александра Котта. Хороший режиссер, я, честно говоря, не смотрел. Посмотрите, вынесите свое мнение сами. В 2014 году в Министерстве культуры мы попытались заказать за деньги какое-то большое кино о Лермонтове. Такая жизнь, такие произведения. Такое можно было, был бюджет, был объявлен открытый конкурс. Такое можно было сделать потрясающее произведение. Но, видимо, в то время нашим кинематографистам как-то Лермонтов не зашел. Это все-таки сложнее, чем «Холоп». Раз, два, три. Хоп-хоп. Поэтому удалось заказать только докудраму Лермонтов. Кстати, неплохая, с образовательной целью, рекомендую посмотреть. Пришел к нам и Бурляев со своим старым советским Лермонтовым. По-моему, как-то мы его пытались немного перемонтировать. Но это фильм в другой ритмике, в другой стилистике. Хотя, опять же, посмотрите. Многим очень нравится. Вот, собственно, и все. Так что Михаил Лермонтов ждет еще большого экрана и ждет, наверное, большого режиссера, который сделает кино достойного этой потрясающей жизни. После окончания военного училища, кадетского корпуса, как проходило распределение? Куда распределяли отличников, самых лучших? Куда? Европу. В какую Европу? Кто туда хочет, в эту Европу? Лучшие отличники распределялись в гвардию. Самое престижное распределение. Лучшие из лучших. Следующее, просто лучшие, подпоручиками в армию. Подпоручик – второе звание. Сразу. Лейтенант. Не прапорщик, подпоручик. Или прапорщиком в артиллерию. Это престижно. Прапорщик в артиллерии, технически подготовленный человек, тоже хорошо по табели о рангах приравнивался к армейскому подпоручику. Далее, те, кто учился средненько, они прапорщиками в армию, первым офицерским чином. А те, кто учился плохо, двоечники. Они прапорщиками либо в линейные батальоны, это которые в крепостях, в тылу, либо во внутреннюю стражу. Сейчас почему-то наши внутренние войска ведут свою историю от внутренней стражи. Это не так. Внутри воевать было не с кем. Внутренняя стража – это просто те воинские части, которые находятся во внутренних регионах. В крепостях сидят и так далее. Я к чему говорю? Если ты плохо учишься, то у тебя шансов попасть в настоящее дело на войну будет очень мало. Ты будешь где-то там в тылу. А если ты хорошо учишься, то у тебя больше шансов первым отправиться в случае войны на фронт. Такая психология. Совсем не так, как сейчас. Служба в тылу – это наказание. Школа гвардейских прапорщиков, как я сказал, дело не дешевое. Обучение стоит в 10 раз дороже, чем в Московском университете. В 10 раз. Понятно, что и в МГУ были бюджетные студенты, и своекошные, как сейчас называется, внебюджетные, да? Платные. Лермонтов, естественно, был платным студентом. Да что там? Учеба в университете 100 рублей ассигнации. Ни о чем вообще. Вот в школе прапорщиков учеба 1200 рублей. 1200. Но тоже Лермонтов поступает на платное отделение. Потому что все это не деньги. Бабушка заплатит. Элита. И дальше, после окончания школы кавалерийских юнкеров, у тебя опять же распределение. Можешь в кавалерию. И, кстати, после любого учебного заведения можешь в кавалерию попробовать, если представишь справку о доходах. Чуть не сказал из налоговой инспекции. Потому что для того, чтобы служить в кавалерии, надо иметь деньги. Это дорогое дело. Нужно свидетельство о достаточном состоянии. Выпускники, не способные по состоянию здоровья к военной службе, тоже справка от врача, и тогда тебя зачисляют после военного училища. Смотрят на тебя косо, конечно. Зачисляют на гражданскую службу, тоже там с хорошими чинами. От 14 до 10, в зависимости от успеваемости. Пушкин какой получил чин по окончании Царскосельского лицея?
11 или 10. Не самый высокий. Успеваемость. Горчаков выше получил. Лермонтов 18 лет зачисляется в школу и одновременно в лейб-гвардии гусарский полк. Юнкером считалось, что он служит в полку, но на самом деле он в полку не служит, но там числится. Носит мундир полка, проходит учебу в школе. Не было тогда единой формы такой в учебных заведениях. Каждый носил форму своего полка. Вот, собственно, портрет Лермонтова в форме юнкера. Лермонтов юнкер, 18 лет. Школа находилась тогда на Исаакиевской площади, у Синего моста, как говорят питерцы. Там сейчас находится Мариинский дворец, очень красивый, невероятной красоты. Здание Законодательного собрания Петербурга. Раньше на этом месте была школа гвардейских подпрапорщиков, где учились, как я вам сказал, все белогвардейцы. Врангель, атаман Дутов, Капель, Келлер, атаман Семенов. Ну и разного рода звезды, помимо Лермонтова. Модест Мусоргский, Семенов Тяньшанский, ну и многие-многие другие. Бабушка тут же снимает рядом большую квартиру на мойке, носит ему пирожки. Заботится, он бегает к ней подкрепиться. Интересно очень почитать о расходах Лермонтова в Петербурге, как он там жил. Вот даже есть научные статьи, которые сотрудники музея в Тарханах публикуют, довольно любопытные. Она выделила сразу на первые полгода обучения Мишеньке 5000 рублей. Опять же, что такое рубль? Самое меньшее 1 рубль тогда – это 5000 рублей сегодня. Самое меньшее, посчитайте. 2000 за квартиру сняла ему, какие-то долги заплатила, дала ему денег на все, что надо. Прислуга у Лермонтова, горничные, лакеи, конюх, кучер, повар. Все это из Тархан. Крепостные привозятся, естественно. Бабушка рачительная, на самом деле. Что там по ресторанам ходить? Поэтому из Тархан привозятся продукты, масло, коровье, конопляное, пшено. Я это зачитываю прямо, что она привозила. Муку, крупу, все со своей маслобойни. Продукты домашние, полезные, мясо, квашеная капуста в бочках. Даже овес для лошадей Мишенькиных. Все свое. Рачительная. Вообще считается, что она, несмотря на богатство, была более чем расчетливая. Лермонтов это знал, внук. Он все время перед бабушкой отчитывался. Кавычки открываются. На днях купил лошадь у генерала. Это уже Лермонтов, этот момент офицер. Служит в царском селе. Он купил коня у командира полка своего. Хорошее вложение. Хорошее отношение с командиром полка. Прошу вас, если есть деньги, а то нет, прислать мне 1580 рублей. За коня. Не беспокойтесь, лошадь славная. Говорят, стоит больше. Цена эта невелика. Это очень много. 1580 рублей. Ну, на 5000 хотя бы умножьте. И Лермонтов снимает квартиру. Сам договаривается с риэлтором местным, куда должна переехать бабушка. Кавычки. Насчет квартиры я еще не решился, но есть несколько на примете. В начале мая они будут дешевле. По причине отъезда многих из города на дачу. Следующее письмо. Нашел подешевле. За 2000 рублей. Говорят, что недорого. 2000 рублей в год, 150 рублей в месяц. Квартира в городе. На всякий случай. Живет он в казарме, в царском селе. А вместе со всеми на прокорм, на содержание коней, кормовые, суточные, тра-та-та-та-та. А жалование Лермонтова 50 рублей в месяц. А квартиру он занимает за 150. И это только, знаете, маленькая толика расходов. Учится в юнкерской школе Лермонтов отлично. Не надо думать, что там программа будет только верховая езда. Нет, математика, география, история, военное судопроизводство, военное право, топография, фортификация, артиллерия, тактика воинская, военные уставы, закон Божий, русская словесность, французский, нравственность. Лермонтов любимые предметы словесность и история. Как вспоминали, часто в пустых классах читал до поздней ночи. По воскресеньям и праздникам проводит время в квартире у бабушки. Тоже много читает все время. Больше всего любит Байрона и Вальтера Скотта. На английском, естественно. Лермонтов отличный наездник. Хвастаясь своим мастерством наездника, правда, случается несчастье в первые же дни. Выпендривается он там в манеже. Необъезженную лошадь запрыгнул, стал что-то там изображать, в седле удержался. Лошадь близко очень к лошадям другим
Они испугались ее. Соседняя лошадь встала на дыбы и копытом Лермонтова в ногу. Пробила ему до мяса, там, видимо, перелом был, наверное. 2 месяца пролежал он в постели, хромал после этого всю жизнь. Лермонтов прекрасно дрался на эспадронах. Эспадроны – это, знаете, тупые сабли специальные, либо шпаги затупленные. Лучше всех. Второй в гвардейской школе тоже известный человек, фамилия его Мартынов. Он с ним постоянно спарингуется. Так что он первый по фехтованию. Вообще, когда мы смотрим кино с вами, чтобы вы понимали, да, вот во всех театральных институтах есть отдельная дисциплина, это я вам так по секрету скажу, называется артистическое фехтование. Прямо уроки. И там они так, и так, и так. Никакого отношения к жизни не имеет вообще. То есть совсем это кино, понимаете. Умение драться на эспадронах – это умение самому увернуться от удара и убить соперника, желательно минимальным количеством выпадов. Одним ударом, 2. Если вы посмотрите пособие по фехтованию, вот у меня дома их довольно много, очень интересно для шашек, самые простые. Там вообще 4 приема. На автомате казак, владеющий, кавалерист, владеющий шашкой, на автомате должен знать 4 приема. Все. На автомате, очень быстро. Никаких там этих, как для рапир, дуэльных этих там нету. Конечно, в кавалерийской школе, наверное, было все сложнее, но тем не менее. Считался одним из лучших танцоров. Не знаю как, поскольку хромал. Хулиган. Ведет себя как гусар. Хулиганит, пьет, играет в карты. Все вспоминали, что он ходил постоянно, курил трубку. Ходит по чужой квартире в гостях. Курит пепел в горшки, на ковер, стряхивает. Неуживчивый характер, злой. Пишет шаржи на всех злобные. Сочиняет эпиграммы. Всякие стишки непристойные. Их много, приписываемых Лермонтову. Некоторые из них потом поколениями офицеров в военных училищах цитировались. «Но без вина, что жизнь улана, его душа на дне стакана, и кто 2 раза в день не пьян, тот, извините, не улан». Молодой Лермонтов. Там дедовщина была своего рода. Обучение 2 года, поэтому 2-й курс – это старики, а 1-й год, соответственно, салабоны. Тот Лермонтов считался изобретательным дедом таким. Много разных легенд, каким придумывал шуточки над молодежью. Там самое безобидное – это ночью облить водой. Все собираются, старики обливают водой спящего молодого курсанта. Самое безобидное. Там много лет где-то в курилке, хотя курить было запрещено, какое-то было отдельное место отведенное. Значит, много лет такая была черта на полу паркетном. По легенде, шпорой Лермонтов ее очертил. Вот здесь находятся только старики курят, а молодые там. Пересекать не имеют права. Надо сказать, что тогда все-таки дедовщина была совсем другой, чем впоследствии она выродилась, потому что вопрос чести, ничего такого оскорбительно непристойного нельзя было. Потому что можно было нарваться. Всякие шутливые юнкерские традиции, как тогда говорили, заложенные Лермонтовым. Памятка юнкера была им написана. Мол, для юнкера никаких карт, есть топография, никаких карт, кроме игральных, никаких историй, кроме скандальных, никаких языков, кроме копченых, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше уже все менее и менее прилично. Представляем себя внешне. Да? Мы рост Лермонтова не знаем. Не верьте интернету. Тогда не мерили, плюс ко всему он ходил на каблуках, он сутулился довольно сильно, был сутулый, уменьшал себе рост зрительно таким образом. В любом случае, он невысокого роста, хотя иногда описывают как среднего, в основном невысокого роста Лермонтов, но при этом широкоплечий, такой крепкий и сильный. Это доказано, потому что есть документы о том, как Лермонтов был отправлен начальником училища Шлиппенбахом, правнук того самого Шлиппенбаха, которого Петр I Меньшиков разбили при Лесной. Я же говорил, что нормальный человек должен перейти на русскую службу рано или поздно военную. Это правнук шведа Шлиппенбаха, генерала. Начальник училища Шлиппенбах отправляет Лермонтова на гауптвахту, на хлеб и воду за порчу казенного имущества. Порча заключалась в том, что Лермонтов на спор с другим самым сильным курсантом завязывал узлом шомполы. Мы не сможем. Завязывало. Кто больше и быстрее. А имущество казенное влетело им обоим за это. Крепкий такой парень.
Ну, хлеб и вода для Лермонтова не страшны. Каким диетам его подвергала бабушка в Тарханах, чтобы наладить ему пищеварение. У него там была и золотуха, и несварение. Чего так у маленького Лермонтова не было. Расстройство пищевого поведения, РПП. Бабушка выписывала докторов, которые всякие диеты прописывали еще до Кавминвод. Лермонтову самая поразительная диета мне очень понравилась. 2 продукта он должен был есть на протяжении нескольких недель. Только ржаной хлеб и салат-латук. Все. Где они брали салат-латук, не знаю. Вот Лермонтов несколько недель сидел на этом. Потом, видимо, ел все подряд после этого. Считался страшным прожорой. Как-то над ним шутили девушки. Потом, когда Лермонтов стал знаменитостью, он уже шутил над девушками. А пока он был молодым, они над ним шутили. Знали, что он обжора и ест все подряд. Булочки для него испекли с опилками такими крупными. Он не заметил там одну булочку, вторую. Говорят, остановись, говорит. Потом разломали, показали, он обиделся. Хлеб и вода – это для Лермонтова не наказание. Так. По окончании учебы экзамен. Экзамен принимает лично для гвардейских юнкеров великий князь Михаил Павлович, младший брат императора. Он считался командующими всеми гвардейскими частями, как великий князь. И Лермонтов получает офицерский патент за подписью лично военного министра. В этом нет ничего особого. Все офицеры, выпускники военных училищ, их было мало. А гвардейских знали, как говорится, в лицо. Получали патент за подписью непосредственно министра обороны. Выражаясь современным языком, раньше, в XVIII веке, императрица подписывала офицерские патенты. Вот здесь была прекрасная выставка в музее, посвященная памяти Суворова. Я сам был потрясен, когда патенты Суворова, все подлинники выставлялись, подписанные Елизаветой. Ценили, знали. Распределяется он, направляется, как тогда говорили, в лейб-гвардии гусарский полк. Элита из элит. Расквартирован в Царском Селе. Прямо вот рядом с семьей государя-императора. Вот форма, посмотрите. Вот именно в этом мундире Лермонтов. Это подлинный экземпляр. Ментик, гусарская курточка, которую лейб-гвардии гусары того самого полка, где служил Михаил Лермонтов, носили как в походе, так и во время службы на парадах. Накидывалась эта курточка на левое плечо. И так, в общем, одно плечо прикрывало, далее болталось. То есть, на самом деле, не для тепла, а исключительно для красоты, для форсу. Стоило больших денег. Вообще форма лейб-гвардии гусарского полка считалась самой красивой и самой дорогой формой среди всех полков императорской русской армии. Вот посмотрите. Это, кстати, подлинник. Тончайшее дорогое английское сукно, как я сказал, в несколько раз дороже такого же отечественного. Оторочено мехом бобра. 118 золоченых, иногда даже серебряных и золоченых пуговиц по всему ментику. И красивые золоченые шнуры повсюду. В общем, стоит это удовольствие примерно во времена Лермонтова 400 рублей. Для сравнения, это стоимость по максимальной планке крепостного мужского пола, иногда даже с выводом земли. Либо хорошего мастерового, конюха, кузнеца, кожевенника. Ну, естественно, женщины, дети, старики стоили существенно дешевле. Это целое состояние. Если мы с вами сравним это с зарплатой, с жалованием, то подсчет может немного разниться, потому что разного вида доплаты существовали. Но вот вместе со всеми доплатами жалование корнета Лермонтова полуторакратное по сравнению с армейским. В гвардейском гусарском полку это как раз может быть рублей около 600 в год. Поэтому вот только купить такую курточку, и нет годового жалования практически. А ведь еще помимо этого головные уборы, ну и все остальные элементы военной формы, обувь. В общем, никакой возможности у гусар жить на жаловании не было изначально. Всю форму, снаряжение, оружие офицер приобретал за свой счет. Поэтому поступающий в гусарский полк офицер, кроме фамилии, обязан им иметь и высокий доход. Или же ему находили повод отказать, честно говоря, по объективным причинам. Лермонтову, как кавалерийскому офицеру, от казны полагалась одна лошадь, но не для строя.
Это служебная лошадь максимум для перевозки офицерских вещей, так сказать, под вещевой мешок. Кроме того, офицеру полагается еще 2 собственных лошади, которые должны соответствовать очень высоким полковым требованиям, то есть быть одобрены полковым ветеринарным лекарем и, самое главное, в масть, в породу, в стать и в цену одобрены офицерским обществом. Так что сумма от 500 рублей вверх за лошадь, а Лермонтов купил, как мы помним с вами, за 1500 с лишним тысячи свою, которую он просит у бабушки, она не была завышенной. Первоначальные сборы корнета Лермонтова в полк, то есть на форму, на лошадей, какие-то текущие расходы, то есть стоимость зачисления его в гвардейский полк, все это обходилось бабушке минимум 5005. Это без последующих расходов на приличное, соответствующее статусу жилье, обновление гардероба, и самое главное, всевозможные полковые представительские, театральные, ресторанные и прочие неизбежные столичные расходы. Коль мы с вами начали говорить о форме Лермонтова, вот те самые знаменитые гусарские сапоги той поры. Им тоже где-то лет под 200. Ну или ботики, как их называли. Уникальный крой. Вот это сверху такая штучка с разрезом говорит о том, что это сапоги именно гусарские. Скроены они на единую колодку, без различия на правую и на левую ногу. Разнашивались по ноге. Крой уникальный. Вы знаете, обычно сапоги делались как? Все же делается вручную, поэтому достаточно дорого. Сначала делается эта нижняя часть, а потом к ней пришивалось более-менее унифицированное голенище. Вот эти гусарские сапоги из натуральной кожи краились совершенно иначе. Как бы складывались из 2 половинок и таким образом сшивались. Ну и самая главная часть офицерской гусарской обуви – это вот такие замечательные, тоже подлинные серебряные шпоры. Шпоры с крутящимся колесиком, чтобы легче было управлять лошадью. Ну, были и специальные бальные варианты этих штор. Вместо колесика такой просто кружочек, шарик, дабы не порвать случайно даме платье во время танцев. Шпоры, пожалуй, самая дорогая часть этих сапог, этой обуви. Они звенели. Иногда гусары даже настраивали их на определенную ноту по камертону. Поэтому, когда гусар шел по паркету и хотел позвенеть, обратить на себя внимание, в общем, входил-выходил очень мелодично. У Лермонтова даже есть известные стихи, посвященные, не поверите, как раз периоду службы в гвардейской школе, про серебряные шпоры. На серебряные шпоры я в раздумье гляжу, за тебя, скакун мой скорый, за бока твои дрожу. Наши предки их не знали, и, горцуя средь степей, толстой плеткой погоняли недоезженных коней. Но с успехом просвещения вместо грубой старины введены изобретения чужеземной стороны. В наше время кормят, холят, берегут спинную честь. Прежде били, нынче колют. Что же выгоднее? Бог весть. Такое шутливое стихотворение, продиктованное вполне современно звучащей заботой о животных, о серебряных шпорах. Служба в гвардейских гусарах и вообще в любом гвардейском полку в столице – это удовольствие для богатых. Лермонтов на этом портрете такой прямо зайчик. Прямо симпатичный. Описывает его по-другому. Очень тяжелый взгляд. Из-под лобья. Буравит насквозь. Все описывают, что у него разного цвета глаза. От карих до черных, голубых и истинно синих. Видимо, он настолько вот так вот из-под лобья смотрит, и не могут разглядеть, какого цвета у него глаза. Это отводят взгляд. Кто смотрел фильм «Дюна», там, знаете, как это там, главный герой Магди, Аль-Магди, у него цвет глаз меняется по ходу фильма. Я уж не знаю, что там менялось у Лермонтова, но вот в глаза ему лучше не смотреть. Он все время в образе, он такой сумрачный. Веселый он только с друзьями, а так он такой все время
Непростой человек, непростой. Никто его не называет симпатичным даже. Хотя на портрете не скажешь, да, но вот как-то все говорят, ну, такой невысокий, сутулый, взгляд тяжелый. Потом, со временем, когда он становится модным поэтом, знаю, что он сильно не бедный парень, когда он герой Кавказа с войны, когда его принимают во всех салонах, и все светские красавицы будут говорить, что-то в нем есть, вот какая-то харизма. Я влюбилась в его взгляд невероятный. И у всех разный цвет взгляда. Красота изнутри. Это, знаете, это отблеск славы. Как все говорят, вот посмотрите на Джека Николсона, какой красавец. Бельмондо. А был бы Бельмондо сантехником, серьезно. Нос 6 раз сломан, а Джек Николсон бы проходили и не заметили. Вот, харизма, да. Харизма славы. Ну, еще про финансы. Чем элитнее полк, тем больше расходы. Представительские. В театр лейб-гвардии гусар не может сидеть дальше 5-го ряда. С извозчиков сдачи брать не могут. Равно как и в любом ресторане. Сдачу не берут. Любимый клиент. Мундиры надо шить, как я говорю, только из английского сукна. Оно в 3 раза дороже точно такого же российского. Униформа шьется строго у определенных портных. Но служба в мирное время не обременительна. Офицер рано утром на разводе, в казарме, построения, какие-то занятия, до обеда. А потом после обеда он все поручает унтер-офицерам, дальше они с солдатами занимаются сами. После обеда офицер свободен. Это еще если он на службе, потому что, например, лейб-гвардии гусарский полк расквартирован в Царском Селе, и большинство офицеров, не занятых какой-то службой серьезной, они по любому поводу уезжали в Петербург. А поводов масса, премьера в театре, балет, какая-нибудь знаменитость приехала. Ну, просто поужинать в город съездить. В чем-то все как в порядке вещей. Однажды командир полка назначил, гусарского, назначает учение на утро, решил собрать, шороху задать. Ну, ему докладывает начальник штаба, вы знаете, с учением завтра не получится. Почему? Вечером фенелл дают. Поэтому все господа офицеры в Петербурге, все, кто не в наряде. Ну, командир полка, цитирую, принял во внимание сие представление, и учение было отложено. Вот. Никаких наказаний. Что это все в мирное время. Это как в анекдоте про пожарных. Не служба, а счастье. То зарядка, то спортплощадка, то в домино, то обед. Одна беда. Если пожар, хоть увольняйся. Поэтому, так и в гвардии. Все хорошо, пока не война. Характер службы в гвардии, кстати, показывает, за что можно было офицера отправить в реальную зону боевых действий, например, на Кавказ, где война шла несколько десятилетий. Вот для сравнения, помним с вами, мы к этому сейчас подойдем, за что Лермонтова первый раз отправят туда. У Лермонтова есть акварель под названием официальным «Бивуак лейб-гвардии гусарского полка», его родного, под Красным Селом. У этой же картины есть неофициальное название. Корнет князь Вяземский рассказывает о похищении девицы Кох. История такая. Сослуживец Лермонтова по полку корнет Вяземский был страстно влюблен в юную балерину Кох, воспитанницу Вагановки. Его друг Васильев некто, тоже офицер, по просьбе Коха, договорился с матерью балерины за 9 тысяч рублей, тоже, видно, не из бедных они все, организовать похищение ее. И организовали. Девица из Вагановки исчезла. Долгое время никто не мог ее найти. Поднялся страшный скандал. Дошло до государя-императора. Николай I, которого, кстати, обвиняли в том, что он тоже положил глаз на эту красивую балерину, возмутился и потребовал всеми силами полиции Бенкендорфа балерину разыскать. Тем временем Вяземскому балерина надоела, и он решил ее вернуть, то есть не женившись. Васильев, значит, с ним из-за этого поругался, сказал, что он пустит пулю в лоб себе, потому что он матери обещал не только денег, но и что потом все будет хорошо. Человек в чести.
Ну, в конце концов, Вяземский в итоге как неловко как-то получилось с девушкой, как-то нехорошо. В итоге он ее спровадил за границу, устроил там на работу в Копенгагене в театр, и она там дальше в театре танцовщицей работала. Узнав об этом безобразии обоих приятелей, и Вяземского, и посредничавшего Васильева, Николай I за развращение балерины отправил на Кавказ. Вот точно так же, как Лермонтова, в зону боевых действий. Наказывали за несоблюдение формы одежды. Тоже отправить на Кавказ. Причем с самыми разными оговорками. Ну, вот, например, что такое не соблюдать честь мундира? Наиболее известный случай, когда Александр I полковника гвардейского полка наказал, лишив его права вообще носить мундир, на какое-то время, очевидно, не навсегда, за то, что на приеме полковник мундир расстегнул. Жарко ему стало? Расстегнул. Это грубейшее нарушение правил ношения военной формы. Александр I сказал, ну, поскольку замечено, что мундир его беспокоит, поэтому впредь ему мундир право носить не давать. И уж там как-то полковник по-цивильному мучился. Лермонтова в очередной раз отправят на гауптвахту, нарушение формы одежды. Он явится на смотр с маленькой саблей. Меньше, чем по уставу положено. Ну, злые языки говорят, что Лермонтов был очень маленький, длинная сабля волочилась по земле. Другие еще говорят, что Лермонтов просто выпендривался. И он специально заказал себе полуигрушечную такую саблю, чтобы показать всем, какой он крутой. Какая сабля у него такая, как удлиненный кинжал. Попался на глаза опять же начальнику, командиру всей гвардии, великому князю Михаилу Павловичу, который сказал, вот эту саблю у него отобрать, у этого офицера, я ее детям своим подарю. Забрал своим детям, отобрал. Вот этого на гауптвахту в очередной раз. На хлеб и воду. Надо сказать, что к шалостям по-разному относились. Вот тот же великий князь Михаил Павлович, известная есть история про то, как он другого наказал приятеля Лермонтова, сослуживца, некого Булгакова. Булгаков тоже нарушил форму одежды. Он разгуливал в калошах. Ну, мокро, дождь. Поверх сапог одел калоши. А это было запрещено. Строго все было. Попался на глаза Михаилу Павловичу. Михаил Павлович был краток, по-спартански, он так пальцем. Булгаков, калоши, на гауптвахту. Булгаков отдал честь, отправился. На следующий день Михаил Павлович думает, что-то я перебрал. Пойду-ка я отпущу с гауптвахты Булгакова. Приезжает на гауптвахту, Булгакова там нет. Стоят калоши. Он в бешенстве. Булгакова ко мне. Говорит, почему не на гауптвахте? Ваше Высочество, вы сказали, калоши на гауптвахту. Я отнес. Великий князь, да, говорит, ну ладно, говорит, забирай калоши, больше не носи. Так что там много было разных историй, и поэтому, когда в современной армии, почему пуговичка не застегнута, ремень как-то не так, бляха начищена, это все вековые традиции русской армии. Во всем есть свой смысл, потому что, может быть, пуговичка не застегнута, а где-нибудь там во время войны зацепишься чем-нибудь и погибнешь. В общем, не знаю. Во всем есть свой смысл. «37-й год. Лермонтову 22 года. Зима 37-го. Он никак с Пушкиным так и не может встретиться. И тут Петербург взрывается, погиб поэт. То это действительно было огромное событие. По оценкам полиции, около дома Пушкина на Мойке, вот пока там 2 суток Пушкин умирает, находилось попеременно до 60 тысяч человек. Вот так для понимания, население Петербурга было, ну не знаю там сколько, ну может 200 тысяч, 300, 60 тысяч. Весь город побывал там. Все образованное общество точно. В высшем свете-то относились к этому по-разному. В общем-то, симпатии были у многих на стороне Дантеса. Ну, Пушкин, исписавшийся поэт, ревнивец, да что он себе позволяет. Да он оскорбил барона Геккерина. Мы с вами, да, знаем, что Пушкин написал такое письмо Геккерину, после которого нельзя было не вызвать на дуэль. Еще Пушкин даже не вызывал как бы абстрактно. Он готов был и с Геккериным стреляться, но тот дипломат, вот он отправил Дантеса. Тот принял вызов. Оскорбил. Супруга-то его еще надо разбираться, настолько ли она безвинна. Тем более ходят слухи, что и увлеченный император, так сказать, комплименты делает. Поэтому относились к этой истории
в высшем свете по-разному. Ну, Лермонтов, конечно, на стороне поэта, как и друзья Пушкина, понимают, что его затравили, очень лично воспринимает всю эту историю. Стихотворение Лермонтова, помним, да, с чего оно начиналось? Начинается оно по-другому. Отмщение, государь. Он к царю обращается напрямую. Отмщение. Паду к ногам твоим. Будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила, чтоб видели злодеи в ней пример. А наказания нет никакого. И потом уже пойдет «Погиб поэт, невольник чести». Это стихотворение распространяется в сотнях списков, его все читают, его учат наизусть. Потом попадает к Бенкендорфу, почитал Бенкендорф, ничего особенного. А потом попадает вместе со второй частью, которую Лермонтов дописывает. И уже эта вторая часть, по меркам того времени, совсем такой коллективный вызов всему свету, который шушукается по поводу смерти Пушкина. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов и так далее. Это вторая часть стихотворения. И целиком текст попадает к Николаю анонимным письмом с заголовком, придумали за Лермонтова, «Воззвание к революции». А слово «революция» у Николая Павловича очень нервная реакция. Дается поручение разобраться, кто такой, что позволяет себе. Это он кого имеет в виду, известной подлостью прославленных отцов. И хотя Бенкендорф своему заму Дубельту пишет, кавычки, «Самое лучшее на подобные легкомысленные выходки не обращать никакого внимания. Тогда слава их скоро померкнет. Ежели мы все же примемся за их запрещение, то хорошего ничего не выйдет, мы только раздуем пламя страстей». Весьма умно. Но общество высшее, говорят, одна дама прямо подошла к Бенкендорфу и при всех в светском рауте говорит: «Генерал, нас всех оскорбили. И что этому мальчишке ничего за это не будет вообще? У нас же власть есть у нас в стране или нет?» Это как? Можно сказать, общественное мнение, плюс это анонимка воззвания к революции, плюс Дантес все-таки французский подданный, а там прямое оскорбление его. А с Францией нам надо дружить надо как-то с ними, мы союзники. И, в общем, решили по совокупности, как говорится, проведенного расследования. Лермонтов даже какое-то время вроде бы побыл, лермонтоведам передаю слово, вроде бы побыл под какой-то формой ареста. Я даже в одной лекции слышал, что Лермонтов несколько недель просидел в одиночке. Какая одиночка? Я не знаю, где он там сидел. Он из хлеба сделал себе чернильницу, смешивал там какой-то сок с кровью и писал стихи. Можно, конечно, притянуть, что стихотворение «Узник» написано в одиночке. «Отворите мне темницу, дайте мне сияние дня, черноглазую девицу, черногривого коня. Я красавицу молодую прежде сладко поцелую, на коня потом вскочу, степь как ветер улечу». Не очень трагично это все. Лермонтова отправляют в наказание на Кавказ. Как писали тогда, в ссылку. Значит, никакой ссылкой это назвать нельзя. Это называется, офицера просто переводят в другой полк. Из гвардии, с блатного места в Царском Селе, в полк боевой. Очень хороший, кстати. Очень прославленный, о нем я позже расскажу. Просто в зону боевых действий, как бы сейчас сказали, в командировку. В зону СВО. Ты военный, ты присягу давал. Какая ссылка? О чем разговор вообще? Иди служи. Огромное количество офицеров охотниками, добровольцами. Очередь стояла. Ехали на Кавказ, потому что в Петербурге ты ни до чего не дослужишься. Только деньги тратишь. У тебя там не будет ни орденов, ни продвижения, ничего. Там вакансии в Петербурге не открываются в лейб-гвардии, в полках. Вакансии открываются в зоне боевых действий. Там ты можешь чего-то добиться. Кстати, для сравнения наказания. Одновременно с Лермонтовым по этому же делу о распространении непристойных стихов проходил еще некий юнкер Гвоздев. Он выражал публично с Лермонтовым солидарность, как было написано в деле, говорил ему, что все офицеры его полка, Гвоздев служил тоже гвардеец в лейб-гвардии Драгунском полку,
очень Лермонтова поддерживают. В итоге юнкера Гвоздева отчислили из школы и отправили на Кавказ рядовым. А Лермонтов, автор стихотворения, всего лишь тем же чином. Тем же чином, но в Нижегородский драгунский полк. Тут мы с вами вспоминаем наш разговор про музейщиц, которые путались в званиях, что вполне естественно. Значит, Лермонтов в лейб-гвардии и гусарском полку у нас корнет. Корнет – это как прапорщик в пехоте, либо прапорщик в драгунах. Это первый чин офицерский, корнет. И поскольку его переводят в Нижегородский драгунский полк прапорщиком в том же звании, на самом деле это понижение. Потому что гвардия плюс 2 чина. То есть, если бы он переходил добровольцем, поехал на Кавказ, он стал бы поручиком драгунского полка автоматически. Корнет, прапорщик, подпоручик, поручик. А его переводят тем же чином. Это понижение. Но не рядовым, как Гвоздева. Нет, тем же чином. Таким образом, Лермонтов стал прапорщиком Нижегородского драгунского полка. Дорогие друзья, мы снова переместились с вами в музей военной формы на Большой Никитской в Москве, потому что не отважился брать с собой вот этот потрясающий подлинный образец 200-летней давности куртка и рейтузы нижних чинов рядовых Нижегородского драгунского полка, того самого, одного из самых прославленных, если не самого прославленного, не гвардейского полка русской императорской армии, в котором какое-то время прослужил и Лермонтов. Еще раз вам напомню, Нижегородский драгунский – самый боевой в истории полк русской императорской армии, который прошел все поля сражения от Нарвы с момента формирования Петром I до фронтов Первой мировой войны. Полк, который заслужил все имеющиеся в Российской империи коллективные боевые награды. Кто только в этом полку не служил, помимо Лермонтова. Среди командиров Нижегородского драгунского полка были и один из самых прославленных героев войны 812 года генерал Николай Раевский, и князь Васильчиков, дальний родственник хозяина этой усадьбы, где находится музей военной формы. И, наверное, один из самых геройских боевых генералов-мусульман дореволюционной поры хан Гусейн Нахичеванский, награжденный 20 боевыми орденами империи, включая Георгия III-IV степени. И, как полагается, в годы гражданской войны зарублены красными в плену. Они геройские заслуги перед страной тогда трактовали совершенно иначе. Так как полк постоянно находился в зоне боевых действий, то в середине 19 века он оказался в силу своего расположения и боевого характера естественным путем место, куда отправляли на исправление и прочищение мозгов всяких нашкодивших в столицах дворян-офицеров. В этом полку оказался не только Лермонтов, переведенный сюда за стихотворение «На смерть поэта» тем же чином, как тогда было написано, поэтому у него не совсем такой был военный мундир, это нижних чинов. Лермонтов был офицерский. В рядах полка были знаменитые поэты-декабристы Александр Адоевский, декабрист Александр Якубович, младший брат Пушкина Лев Сергеевич Пушкин. Чуть позже, во второй половине 19 века, служил здесь и дослужился до генерала в русской армии внучатый племянник Наполеона, то есть внук брата родного Наполеона. Нашел он правильную сторону, в мире добра и зла перешел на светлую сторону. Принц Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт, также офицер Нижегородского драгунского полка. Например, в годы Первой мировой среди солдат этого полка нижних чинов был и будущий герой Великой Отечественной, награжденный 2 орденами Ленина и 6 боевыми орденами Красного Знамени генерал Анатолий Муратов. Эта слава пришла к нему уже позже, в 40-е. Летом 1934-го в рамках реформы обмундирования Кавказского корпуса было предложено сделать акцент на местный этнический стиль, и поэтому в полку ввели форму с кавказскими элементами. Ярким примером стали эти так называемые газыри.
И когда-то это были патронташи, куда вставлялись готовые, снаряженные патроны, такие специальные кармашки. Потом практическая функция патронташи была утрачена, но сохранилась как элемент парадной формы. И была, кстати, у нижегородских драгун в парадном варианте формы аж до революции 17 года. Надо сказать, что у солдат они были, конечно, попроще такие кожаные, а у офицеров и у Лермонтова в том числе это были произведения национального декоративно-прикладного искусства. Изготавливались газыри из серебра, украшались какой-то чернью, традиционными кавказскими орнаментами. В общем, именно с такими газырями на офицерском мундире Нижегородского драгунского полка и изобразил сам себя на известном акварельном автопортрете Мишель Лермонтов в 1837 году. Ну, надо сказать, что царь невольно оказал ему услугу, потому что, в общем, на Кавказе природа невероятная, какие-то другие совсем отношения, другие люди, оторваны от пустоты столичной жизни. Талант его совершенно по-другому развернулся, и большинство своих прекрасных произведений, которые впоследствии принесут славу ему великого поэта, будут рождены как раз на Кавказе. Ну, к слову сказать, и ссылка у него была там на самом деле недолгой. Полк его был расквартирован не на передовой, а в Тифлисе, точнее говорят, в Цинандале, хорошее место. Лермонтов должен был поехать туда, но он очень хотел пораньше вырваться, поэтому написал заявление, чтобы его все-таки отправили в какую-то часть, которая ведет боевые действия. Ему очень хотелось пораньше вступить в бой, отличиться и заслужить прощение, вернуться опять в Петербург. Он рассчитывал, что вот как раз участием в боевых действиях вернется. Но боевых действий никаких не было в этот момент. Поэтому главным образом Лермонтов сопровождал какие-то караваны, выполнял поручения, куда-то ездил, ни в одной стычке с горцами, по воспоминаниям, не участвовал в эту свою первую так называемую ссылку. При этом, конечно, характер Лермонтова столичный на Кавказе развернулся по полной программе, неуживчивый. Такой маленький эпизод. Вот где-то он там едет в Георгиевск или из Георгиевска с 3 спутниками, офицерами, в одной этой, не телеге, фургоне дорожном. Пока ехали, так поссорился со всеми 3, что всех 3 вызвал на дуэль. Или они его вызвали. Приехали, тройная дуэль. Стали искать секундантов, слава богу, как-то сейчас. Секунданты сказали, что... Да, причем все в один день, как Д'Артаньян подряд. Но секунданты оказались людьми нормальными, сказали, что это будет смертоубийство. Так нельзя. Поэтому дуэль, так, слава богу, не состоялась. Проехался с попутчиками. И вот он поступает в этот Нижегородский полк, один из самых прославленных полков русской армии. Это единственный полк, который собрал, хоть и не гвардейский, который собрал в своей истории все существующие коллективные награды. То есть все знамена, все серебряные трубы, все георгиевские ленты на знамена, все эмблемы. То есть это 10-кратный краснознаменный полк. Уже император Александр II, который говорил, я не знаю, чем вас еще наградить, нижегородцы, за очередные победы. Я лично сам зачисляю себя в списке полка. Вот я, император, буду вашим навечно зачисленным. После смерти Александра II также в списке полка был зачислен Александр III до смерти. Затем цесаревич Николай II был назначен шефом этого Нижегородского полка, а великий князь-царевич Алексей, последний, он тоже будет в списках этого полка. То есть это совсем непростой полк. Он все войны прошел. Вот как он сформировался при Петре I, был сразу отправлен под Нарву. Вот от Нарвы во всех войнах. Брал Хельсинки, Хельсинфорс, Семилетнюю войну, там Берлин. В общем, везде-везде. На Кавказе воевал. При Ларге, Кагуле, везде. И вот там оказался Лермонтов. Бабушка стала хлопотать, бегать по кабинетам, по родственникам. Месяцев 4-5 Лермонтов прощаются. С Кавказа переводят в другой полк, еще не столичный, но уже гвардейский. Гродненский гвардии, гусарский полк. Лермонтов из Кавказа привез много стихов. Его как-то вообще природа невероятно трогала,
Вот горцы ему нравились очень как народ, как вот характер. Не надо искать в этом отношении у Лермонтова каких-то, знаете, подтекстов. Вообще на Кавказе очень любят и ценят Лермонтова. Мне рассказывали, не знаю, насколько правда, что в 90-е годы, когда сложные были, мягко говоря, в Чечне, была ситуация, вот на той части Чечни, которую контролировали федералы в 90-е годы, когда проходили какие-то выборы, например, на избирательных участках, чей вешали портрет? Думаете, Ельцина, нет? Лермонтова. Это объединяющая фигура. И уважают и те, очень ценят. Помните, знаменитая колыбельная Лермонтова, помните? Колыбельная мать-казачка Терская поет колыбельную своему младенцу. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою». Ну, дальше потом. «По камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». Обидного ничего. В лексике того времени злой чечен – это не то, что у него характер злой. Добрый чечен или добрый татарин – это тот, который присягнул царю. А злой чечен, злой татарин – это те, которые пока еще не замеренные, как тогда называли, не подвластные царской власти. Провожать тебя выйду, ты махнешь рукой, сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью. Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки-баю. Поедешь ты на войну, и дам тебе на дорогу образок святой. Ты его, молясь о Богу, ставь перед собой. Да, готовясь в бой опасный, помни мать свою. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю. Прислушались к лермонтовскому ритму? Ничего не напоминает? Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Ну и так далее. Проходит поколение защитников Родины. Проходят столетия, ведь ничего не меняется. Таков Лермонтов. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Ну вот, ничего не меняется. Вот такой был Лермонтов, а ему тут 22 года всего-навсего, когда он это пишет. Лермонтов прапорщик Нижегородского полка, то есть младший лейтенант. Такие были все русские офицеры. Такого был еще один младший лейтенант. Мы сегодня отмечаем 100 лет со дня его рождения. Младший лейтенант Юрий Бондарев. Юрий Бондарев награжден многими был премиями, орденами. Но в 90-е годы он ведь не принял ничего, что происходило со страной после ее распада. От ордена отказался. Публично. Когда его награждал, по-моему, Борис Николаевич. Писал, что мы живем во время без больших идей, без нравственности. Мы живем в безвременье. Наша так называемая свобода – это свобода плевка в свое прошлое. А значит, в настоящее и будущее. Святое, неприкосновенное, чистое. Младший лейтенант Лермонтов, наверное, тоже подписался бы под этими словами. Мы с вами подошли к самой интересной части, тому, как Лермонтов вернется в Петербург. Весна-лето 1837 года. Лермонтов за неподобающие стихи выслан из Петербурга, отправлен на Кавказ в действующую армию, в зону военной операции. Не сразу. Сначала Лермонтова осмотрел лейб-медик по распоряжению государя-императора, все ли у него с головой в порядке. Такие стихи пишет на смерть про это. Лейб-медик сказал, что абсолютно здоровый молодой человек. Осмотрели его бумаги. Ничего предосудительного не нашли, не состоит в тайных обществах, не ведет никаких антиконституционных разговоров. Лермонтов письменно извинился, кстати. Он написал, что вы знаете, вот эта вторая часть, а вы, надменные потомки. Не думал сам, что писал, но вот так вот получилось. Его отправляют в первую служебную командировку на Кавказ. Обычно он симпатичный на портретах, такой милашка. Обманываться мы с вами не должны. Довольно мрачный, непростого характера.
Мы не знаем, какого роста был Лермонтов, но ниже среднего, но он еще и сутулился все время. Очень язвительный, при этом силач, шомполы завязывал, хулиган, бесконечные выходки. Они как-то ехали с друзьями в Петербург, в увольнительную, как бы сейчас сказали. А там ведь пост, и военные, пересекая границу города, должны были отметиться в заявительном порядке. Никто документы не проверял. Выпив, видимо, шампанского, товарищи отмечались. Барон Мефистофель, граф Мастрояни. А Лермонтов написал «Потомственный дворянин Скотт Чурбанов». Хулиган. Есть стихи у Лермонтова, которые, как говорил Ключевский, ни при каком цензурном уставе не могут появиться в печати. Сейчас они, конечно, в основном все изданы в самых полных версиях собрания сочинения, но даже там отдельные слова заменены точками. Количество точек соответствует количеству букв. Поэтому можно догадаться, что было написано на самом деле, но лучше не надо. Первая командировка, скорее такая прогулка на Кавказ. В боевых действиях Лермонтов не участвует. Романтика, степь, ночевки, природа на свежем воздухе. Есть история, такая неподтвержденная, где якобы он вступил в рубку с 3 черкесами и еле отбились. Могло быть и молодецким преувеличением. Сам Лермонтов писал, что он не участвовал ни в одной даже перестрелке по поводу этой первой поездки. В конце концов, всего лишь несколько месяцев проводит на Кавказе в таком облегченном режиме. Бабушка хлопочет в Петербурге. И вот, наконец, его прощают и переводят, правда, не сразу в Петербург, а переводят, возвращают в гвардию. Гвардейцев сколько у нас, помните, в процентном отношении к общему числу армии? 3% примерно. И остальные обычная армия. Гвардии платят больше. И престиж, карьера. Плюс 2 чина к обычному армейскому. Подпоручик гвардии – это капитан армейский. Переводит его в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. То есть Лермонтов уже кавалерист, гусар. Что значит Гродненский? Он из Польши, из Западной Белоруссии, как бы сейчас сказали, сформирован из тех поляков, литовцев, белорусов и прочих, которые принимали активное участие в подавлении польского мятежа 1830 года. То есть это такие правильные поляки, монархисты, которые за царя и отечество. Полк этот расквартирован под Новгородом. Сейчас это на Сапсане быстро, а тогда добираться довольно долго, но все равно ближе к Петербургу. Но не в самом городе, а как бы немножко в провинции. Связи с полком нету, и там, конечно, скука страшная. Я почитал историю, была издана в конце позапрошлого века, история лейб-гвардии Гродненского полка, где описано, как приехал в полк Лермонтов из тяжелой кавказской ссылки. Поручили ему где-то в конце осени, долго собирался, все было раньше очень не торопясь. И вот в конце февраля Лермонтов прибывает в полк, явился. Приехав в полк, что должен сделать офицер? Представиться. Он пошел к командиру полка, генералу Багратиону. Не тому Багратиону, конечно, а родственнику. Много было Багратионов на русской службе. Представился, Багратион сказал: идите в часть, определяю вас в 4-й эскадрон. Куда пошел Лермонтов? Он пошел обедать с господами офицерами. За обедом поинтересовался, играют ли полку в карты, а именно в банк. Господа офицеры сказали: да, играем. Не перекинуться ли нам в картишки, спросил Лермонтов, только что прибывший с Кавказа. Господа офицеры, гвардейцы, гусары сказали: давайте, ставим 100 рублей. Лермонтов сказал: нет, говорит, у нас такие ставки не приняты, давайте поднимать. Господа офицеры сказали: вы знаете, у нас тут скучновато, мы от столиц далеко, если мы будем по-крупному играть, то, в общем, все проиграемся рано или поздно. Давайте по 100 в банк. Тем не менее, Лермонтов полез в боковой карман сюртука и достал оттуда мятых 1000 рублей. И положил. Стали играть. Что делать? Ставки повысили. Лермонтов выиграл 2000. Господа офицеры пришли другие, собрались, стали советоваться, как чего, отыгрались. Закончился первый день тем, что Лермонтов не только проиграл весь свой выигрыш 2000, но и свои 1000 проиграл еще 800. И далее написано: так ознаменовался приезд великого поэта в наш полк.
Первый вечер. 800 рублей – это сильно больше годового офицерского жалования. В карты там играли от скуки. Делать нечего, что там в полку. Карты, деньги, два ствола. А так Лермонтов особо не игрок, в отличие от Пушкина. Вот эта вот история скорее исключение. Видимо, он хотел как-то показать себя в первый день сразу. Он играл, но не сильно. Зато от скуки во всем есть плюс, потому что пребывание в новгородской глубинке было таким детоксом от столичной жизни. Поэтому Лермонтов там написал «Демона», дописал «Героя нашего времени». Зря времени терял. И уже через пару месяцев бабушка снова выхлопотала ему возвращение в Петербург. Бенкендорф написал докладную записку государю, что надо простить, ведет себя хорошо. И Лермонтова возвращают в лейб-гвардии гусарский полк в том же звании и в тот же самый эскадрон, в котором он ранее служил. И вот начинается примерно 2 года столичной службы в лейб-гвардии гусарском полку. Это самый золотой период творчества Лермонтова, потому что он, в общем, вернулся с войны, хотя и не воевал. Он уже известный достаточно автор. Он печатается в отечественных записках, самом популярном на тот момент, немного даже либеральном литературном журнале. Он подружился с издателем отечественных записок Краевским, важная фамилия, запомните, и еще с Владимиром Сологубом, постоянным автором отечественных записок, тоже важная фамилия. Выходят его стихи, его принимают в обществе, он знаменитость, служба необременительная, ходит по премьерам, по балам. Карьера идет, вскоре его производят уже в поручике лейб-гвардии гусарского полка. Перед ним распахиваются двери аристократических салонов, он входит в моду. Уже не он бегает за девушками, а, в общем-то, девушки бегают за ним. Сологуб, можно сказать, соавтор по отечественным запискам, он очень вхож в высший свет, в семью императора. Произведение Лермонтова показывает государине императрице Александре Федоровне. Ей очень нравится молодой автор. Показывает сестрам императора, его читают. Все хорошо, если бы не случилась дуэль. А вот тут самое интересное. Дуэли случались часто, но были строжайше запрещены. У нас все, что строжайше запрещено, оно особенно востребовано, особенно интересно. Тут надо поговорить отдельно и о феномене дуэлей в России, особенно первой половины XIX века. Из Европы пришли дуэли. До этого у нас были, конечно, поединки, драки на кулачках, купца Калашникова, но это все несерьезно. Дуэли – это такая абсолютно европейская дворянская история. Но попав в Россию, дуэли сразу приобрели совершенно особый характер, совершенно не похожий на европейские. Как в Европе проходили дуэли? На шпагах. Какой процент смертности? Небольшой. Главное, что показать, что ты не струсил, не сдрейфил, принял вызов, бережешь честь свою, поцарапали друг друга или просто пришли, скрестили шпаги, разошлись. Все. С одной стороны, государство сразу стало их запрещать. Петр I издал жуткий сразу указ о запрете дуэли в России. Видимо, самые первые только стали появляться. Наказание было за дуэль какое? Смертная казнь через повешение. Предполагалось вешать участников дуэли всех, включая мертвых. Мертвых вешать за ноги вниз головой, вешать секундантов и вешать тех, кто знал о дуэли и не донес. Ни разу этот указ не был выполнен в истории России, но вот первое время их было немного. Понеслись дуэли примерно после указа о вольности дворянства. Дворяне осознают запрет телесных наказаний, они осознают понятие для нас совершенно забытое сегодня. Что такое честь, что такое береги честь с молоду. Честь дороже жизни. Начинаются дуэли. Дуэли описаны очень, кстати, точно профессиональным дуэлянтом, можно сказать, Александром Сергеевичем Пушкиным. Помните, когда Гринев ищет себе секунданта, а ему старый поручик говорит: насмерть хочешь убить, что ли, этого Швабрина? Мне он сам не нравится. А вдруг он тебя? И ради чего? Давай по-простому. Он тебе в ухо, ты его в рыло. И разошлись. Дуэли идут по нарастающей. Но вот пика своего они достигают как раз где-то в начале XIX века. Действительно часто, много продолжает действовать запрет на дуэли и наказание всех. Но не соблюдается это жестокое наказание. Наши дуэли чем отличаются от европейских? У нас, как правило, на пистолетах. Вернее и намного опаснее. Дело в том, что дуэль на шпагах – это навык, это технология. И тот, кто лучше фехтует, у него есть всегда преимущество. Лучше учился, лучше преподаватели у него были. Мастер тренировал его. Всегда преимущество. На пистолетах
с учетом той меткости. У меня тут есть пара дуэльных пистолетов. Дуэльные были специальные пистолеты. Они в коробках, очень дорогие, с инкрустациями. Ну, что там деньги жалеть? Может быть, последний раз в жизни держишь пистолет. Поэтому не жалели на этом. Как колода карт. Дуэльная пара должна быть новой, нетронутой, не пристреленной. Но это теоретически тоже никогда не соблюдалось. Пришли, раскрыли, секунданты зарядили в вашем присутствии, и вслепую вы выбираете пистолет из дуэльной пары. Это так хорошо в теории, а реально этих дуэльных пистолетов может не быть под рукой, поэтому стрелялись из дорожных, из армейских, из боевых. Вот пистолет образца 1809 года, кавалерийский, нижних чинов, то есть не офицерский, очень простой, калибр большой, такой вот шарик, до 1,5 сантиметра в диаметре. То есть попадет, не дай бог. Одно спасение, точность невелика. Достаточно. Уходит в сторону пуля. Но, тем не менее, наши умели стрелять. И дело опасное, расстояние небольшое. В Европе этого не понимали. 31 марта 1714 года войска Александра I вошли в Париж. Долго-долго все союзные армии, нашего главным образом, гонялись за Наполеоном по Франции. И поймать его не могли. Он маневрировал, увиливал и бил союзников по частям. Местами даже одерживал небольшие тактические победы. До тех пор, пока не нашелся один стратегически мыслящий человек, Александр I, который прислушался к советам Барклая и других своих генералов и сказал: мы больше за Наполеоном бегать не будем. Мы будем брать столицу, Париж. И резко развернув армию, они пошли на Париж. Далее настоящий штурм, вечерний, очень тяжелый. 7 тысяч наших погибло. Бой в предместьях. Встали на возвышенности, на холмах. Наполеон недалеко, Фонтенбло. Он собирает армию, подтягивает резервы. У него там 60 тысяч под ружьем и еще 1050 на подходе. Французы сразу из Парижа посылают к Наполеону гонцов, чтобы он шел на выручку, а сами начинают мирные переговоры. И Александру говорят: ну как, ну что вы же культурный человек, вы по-французски говорите лучше, чем мы. Ну зачем? Ну посмотрите, какой красивый город. Видно его подзорную трубу, хорошо. Посмотрите, какой красивый город. Ну вы же не будете обстреливать его. Ну зачем? Давайте начнем переговоры. Что ответил Александр в ночь на 30 числа марта? Он сказал: вы знаете, переговоры это прекрасно, если к утру Париж не вывесит белый флаг следующего дня, то к вечеру вы не узнаете того места, которое когда-то было столицей Европы. Французы подумали за ночь, и утром войска Александра таким образом вошли в город. Известная история по поводу дуэли. Это я отвлекся с поручиком Артеньев, его фамилия. Но наши вели себя довольно прилично во Франции. До такой степени прилично, что к ним задирались французские офицеры. А к поручику Бартеневу, там 3 пьяных французских офицера, где-то в кафе подошли и говорят: поручик, а что это у вас за перья такие на шляпе? Перья такие вот белые. Случайно мне петуха какого-то выдрали? Поручик: знаете, я вам расскажу сейчас. Перья белые у нас по уставу положены. Белые перья у кавалерии. Черные перья у офицеров у пехоты. Единственное, что они не петушиные. Это перья из вашего французского орла. Герб, который мы, говорит, тут ободрали до последнего. Так что это ваши перья. Ну, закончилось это вызовом на дуэли, естественно. Предложили они. Он сказал: не, давайте по-русски, давайте стреляться. Это как? Ну, так и будем прямо сейчас по очереди. Я всех 3 вызываю сразу. Как Д'Артаньян. И поручик наш всех 3 убил наповал по очереди. Когда донесли Александру, он запретил нашим офицерам вне строя ходить в военной форме. Обычно офицер всегда ходит в военной форме, а в Париже было это запрещено. Вне строя, вне казармы, только в цивильной форме, чтобы французов не обижать, не трогать их национальные чувства. Чего нельзя было на дуэли? Кто не мог принимать участие в дуэли? Честь – понятие дворянское, потому что, защищая свою честь, дворянин защищает не только и не столько себя, сколько весь свой род. Членов семьи под его фамилией, всех предков и всех потомков. Почти нельзя отказаться от вызова, за редким исключением. Не принимая вызова от равного, дворянин обесчещивает
всех своих. Он как бы показывает, что он уже не член корпорации. Он уже обычный человек, подлого рода, подлец. Поэтому самое простое оскорбление, вызов, сказать: сударь, вы подлец. Значит, я должен доказать, что я не подлец, что я не подлого рода. Не дворяне не принимают участие, женщины нельзя. Если женщина вас оскорбила, за нее может прийти муж защищать ее, стреляться. Подростки нельзя. Нельзя вызывать на дуэль своего начальника, хотя исключения были. То есть вы не можете вызвать командира полка на дуэль или вызвать члена императорской фамилии. Ну, начальника считается неэтичным, начальник может принять вызов, но не обязан. Производственные конфликты будут решаться на дуэли, это очень правильно. А вот члена императорской фамилии вызывать нельзя, потому что это уже отдельная каста, уже не ровня. Был известный случай с Александром Третьим. Ну, он не очень такой был тактичный, видимо, человек, еще по молодости, будучи цесаревичем, несправедливо оскорбил одного офицера. Прилюдно. Офицер написал Александру Третьему письмо. Он не мог его вызвать на дуэль. Ну, тогда еще цесаревичу, Александру Александровичу. Написал письмо. Ваше Высочество императорское, поскольку я вызвать вас на дуэль не могу, прошу вас извиниться передо мной столь же публично, либо я застрелюсь. Мы не знаем, то ли не дошло письмо, то ли Александр Третий фыркнул, а офицер застрелился в тот же час, как и обещал. Отец пришел в такое бешенство, что он заставил Александра Третьего всю процессию идти пешком, без головного убора, присутствовать на похоронах, там, ну, естественно, были все компенсации выплачены и так далее, и так далее. Повел себя крайне неэтично. Нельзя стреляться с кровным родственником, братом, например. Может отказаться от дуэли и считается неправильным вызывать на дуэль единственного в семье кормящего отца или единственного сына. Никого нет у родителей, единственный сын. Ну, можно его вызвать, но это неэтично. Потому что он будет очень нервничать на дуэли. Переживать за своих детей, кормить его некому, семью. Он единственный кормилец. А он будет нервничать, а это значит неравные условия. Не одинаковые. Нехорошо. По этой же причине нельзя вызывать на дуэль должника. Он должен вам денег, вот его нельзя убивать. Это неправильно. Или вы должны. Вы не имеете права вызвать на дуэль своего кредитора. В общем, масса была тонкостей, но так либо иначе, как произошла дуэль Лермонтова. Ничего толком мы про это не знаем. Версии следующие. Лермонтов был влюблен в Марию Щербатову. Это была известная светская красавица, 19 лет, уже вдова. Тут как не особо она красавица на этом портрете. Но считалось, что вот прямо... И вроде бы у них была взаимность, и вроде бы как уже... Речь шла о возможной помолвке. Но это все сплетни, дворянские сплетни. Дворянам больше нечем заниматься. И офицерам вне службы. Вот они ходили по салонам и сплетничали. Официально ничего объявлено не было. И вроде бы как за этой Марией Щербатовой начал ухаживать де Барант, младший, сын французского посла в Российской империи, барона де Баранта. Вот он, Эрнест де Барант. Лермонтову на тот момент где-то лет 25, а Эрнесту де Баранту 21, то есть совсем молодой человек. Эрнест де Барант приехал из Парижа, устраивается на работу к своему отцу в посольство. Отец у него посол, кстати, очень приличный человек был. Он дружил с Пушкиным, историк, ученый, путешественник. Считался, что из всех иностранных дипломатов он единственный, у кого были очень хорошие личные отношения с императором Николаем I. Прям почти дружеские. Хорошо относился к России. Потом уже много-много лет спустя вышла его интересная книжка, так и называется «Заметки о России», по результатам всех его путешествий по стране, там, о ментальности, о характере. Ну, такая объективная, хорошая книга. Приличный очень человек, отец. Мы еще потом увидим, почему. Но сын шалопай. Закончил где-то там университет, официально числился атташе французского МИДа, и отец хотел его устроить к себе на работу в посольство. Атташе – первый дипломатический чин. Помним с вами главную МГИМовскую присказку «С милым рай и в шалаше, если милый атташе». Вот атташе де Барант приезжает, начинает якобы ухаживать за Щербатовой. Вторая версия. Появляются какие-то стихи, непонятно кому адресованные. Некоторые наши говорят, что чуть ли не Лермонтов, какой-то другой возлюбленный де Баранта написал стихи такие, которые де Баранта обидели. «Прекрасная Невы богиня, за ней волочится француз. Лицо-то у нее как дыня, зато и как арбуз». И де Барант обиделся на эти стихи.
Ну, тоже ерунда, потому что потом выяснилось, что стихи эти Лермонтов раньше написал, что несколько лет назад в юнкерской школе по другому поводу, и другого француза, и о другой девушке какой-то. И была якобы политика. Наши советские исследователи писали, что это был заговор, поскольку Лермонтов там оскорблял всех французов, смерть поэта. Все непонятно. Так либо иначе известно что они встретились на балу в здании Конституционного суда Российской Федерации. Это английская набережная, частный конституционный суд. Раньше был чей-то особняк. Вот там бал, встретились, и молодой дебарант стал к Лермонтову задираться. А вот вы то-то, то-то пишете про французов. Лермонтов говорит, да нет, ничего особенного, не пишу. А вот мне кажется, что вы пишете очень неуважительно о нашей нации. Да нет, я так в целом. А вот вы еще, я слышал, одну девушку обижаете, мне передали. Да никого я не обижаю. Что вы ко мне пристали? Что значит я пристал? Отвечайте, как положено, дворянину. Вот если бы вы во Франции мне сказали, что я к вам пристал, то я бы знал, что с вами после этого сделать в нормальной цивилизованной стране, не то, что у вас тут. Лермонтов, это у нас не цивилизованная страна. В нашей нецивилизованной северной стране делают то же самое с такими же хлыщами, как и вы, как и в ваших Европах. Ну, в общем, все. Вызов. Договорились на рапирах, на шпагах, по-французски. Встретились секунданты, все как положено. Секундант со стороны Лермонтова, его родственник и лучший друг Столыпин. У него было несколько Столыпиных, чтобы не путать, этого была кличка Монго. Что такое Монго, никто не знает. Судя по всему, какую-то собачку звали домашнюю Монго в их семьях. И вот так в шутку называли. Столыпин Монго. Такой был очень красивый, был известный молодой офицер. Служил тоже в гвардейском полку. Достали они по-французски шпаги, рапиры. Кстати, что интересно, Лермонтов отлично дерется на саблях. Один из лучших в школе. На равных с ним только Мартынов на саблях. Но техника фехтовального боя на саблях совсем другая. А вот на шпагах у него как-то не очень. Опять же, мир тесен очень. Учитель фехтования Лермонтова тот же, который учил фехтованию Пушкина. Просто он работал раньше в Царскосельском лицее, оттуда уволился и пошел работать в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. И он же учил фехтованию, считался лучший учитель фехтования в Европе. И он же учил бою на саблях Лермонтова. Но вот на шпагах как-то Лермонтов меньше, кавалеристу шпаги не нужны. Они как-то несколько раз скрестили шпаги. Дальше дебарант его, как считается, не сильно ранил в грудь, но, по-моему, там даже крови не было, там поцарапал как-то. А Лермонтов ткнул неудачно рапирой, попал в эфес, и рапира сломалась. Вот тут домашняя заготовка. Столыпин достает ящик. Говорит, ну все, шутки кончились. По идее, на этом дуэль должна закончиться. Показали, что они орлы, молодцы, ничего не боятся. Честь удовлетворена, они говорят теперь. Продолжаем по-русски. Ящик, пистолеты, заряжают, расходятся. Пистолеты, по легенде, были те же самые, которыми стрелялся Пушкин с Дантесом. Откуда легенда? Легенда оттуда, что у Дантеса не было дуэльных пистолетов. Дорогая штука. Поэтому он дуэльные пистолеты одолжил у дебаранта, французского посла. Со своими пистолетами приехал и Дантес на эту дуэль, и Пушкин. И хотя это вроде как не рекомендуется, но тем не менее каждый стрелял из своего пистолета. И вот Дантес стрелял из пистолета, которого он одолжил у посла Франции дебаранта. В легенде это не стыковка, потому что на самом деле домашняя заготовка была у Столыпина. Это были столыпинские пистолеты дуэльные, не дебаранта. Достали пистолеты, зарядили страшно, разошлись, стрелялись. 20 шагов. Или 20 саженей. Хотя сажень и шаг – это большая разница. Считается, дебарант промахнулся. Лермонтов что после этого делает? Ну, ха-ха-ха. В сторону. Это важно в сторону стрелять. Он причем говорит, буду стрелять в сторону. Стреляет в сторону. Почему важно в сторону? Была известная дуэль тогда, два князя. Кстати, очень молодые ребята, два князя, очень знатные. Ну, что-то они поссорились. Пошли стреляться. Ну, пошли. В эти же годы. В Петербурге, кстати, стрелялись там, где Пушкин, на Черной речке. Ну, пошли стреляться. Ну, вроде как стреляться не хочется, что делать? Пока один там размышлял, держал пистолет вот так вот, второй решил, по-товарищески выстрелить себе под ноги. Выстрелил себе под ноги, пуля попала в камень, отрикошетила и в сердце сопернику.
Можете себе представить, судьба. Поэтому вниз нельзя было стрелять. Вверх, в сторону. Пожали друг другу руки и разошлись, очень довольные. Лермонтов доволен, как он проучил, напугал французов. Француз доволен, что это обошлось. Разошлись. 10 дней тишина. Светские барышни какие-то, которые там нечего им делать языками. На светских раутах, ля-ля-ля-ля-ля, а вот этот Лермонтов стрелялся с сыном французского посла. И это доходит до полкового начальства. Лермонтова вызывают в полк, командиру, стрелялись. Ну, врать-то нельзя дворянину. Ну да, под арест. Арестовывают его. Дебаранта нельзя, он же дипломат. Разбирательство Лермонтова на гауптвахту. Столыпин, узнав, что арестовали его товарища, бегает везде и говорит: меня тоже арестуйте, я секундант. Никто на него не обращает никакого внимания. Он пишет письмо Бенкендорфу. 3 дня меня никто не арестовывает. Мой друг сидит под замком в тюрьме. Прошу тоже меня наказать. Ну, после этого письма, там прошло еще несколько дней, Столыпина тоже арестовали. Стали разбираться. Дебаранту порекомендовали покинуть Россию, потом дипломат, связываться с этим. Вроде ничего такого не было. Закончилось все хорошо. Отец на сына своего наехал. Причем барон де Баран, французский посол, повелся очень благородно. Он письмо написал Бенкендорфу с просьбой простить Лермонтова. Он написал: мой сын балбес. Он сам его обидел, он сам к нему задирался. Но дело дошло до государя. А Николай I любил во всем порядок. Запрещены дуэли? Запрещены. Если мы тут по письмам иноагентов будем освобождать, это что, нормально, что ли? Нет. Поэтому будем разбираться по закону. Лермонтов сидит на гауптвахте, и тут до него доходит слух, это еще до того момента, как Дебарант уехал, до него доходит слух, что Дебарант ходит и всем рассказывает, что Лермонтов в воздух не стрелял, а тоже промахнулся. Почему Дебарант рассказывал? Потому что он же выглядит вообще как по-дурацки. Мало того, что сам нарвался, сам вызвал, сам обидел Лермонтова, и Лермонтов из милосердия его пожалел. Потом Дебарант говорит: да нет, мы друг друга стреляли, просто промахнулись. Лермонтов, сидя на гауптвахте, вызывает Дебаранта к себе. И при свидетелях говорит: что вы там рассказываете за истории? Вы что, не видели, что я в воздух стрелял? Сейчас вот меня выпустят, я еще раз вас вызову. Будем стреляться повторно за то, что вы меня во лжи обвинили. Дебарант говорит: да нет, меня не так поняли. И, в общем, после этого сразу уезжает за границу, не дожидаясь повторного вызова. Вот опять вся эта история доходит до государя. И хотя начальник всей гвардии Михаил Павлович, который очень хорошо к Лермонтову относился, он его читал произведения, он над ним все время подшучивал. Когда смерть поэта, кипиш был вокруг этого, он говорит, первая реакция Михаила Павловича была такая: а что это он понаписал тут? Сам голубых кровей, наехал на своих, надменные потомки. Вот дурак этот. Никакой злобы, ничего не было. Михаил Павлович написал письмо, что вот давайте мы его по-легкому как-нибудь накажем за то, что он на гауптвахте встречается с неположенными людьми. Ну, нарушение гарнизонной караульной службы. Месяц гауптвахты и все, и отпустим. Но все должно быть по закону. Поэтому Николай I говорит: нет, суд. И решением суда Лермонтова приговаривает, ну, правда, не очень строго, но все-таки приговаривают опять к отправке в действующую армию, ну, де-факто с понижением, то есть тем же чином офицерским, но в обычный пехотный полк, Тенгизский пехотный полк. Слух появился, что все общество как бы Лермонтова поддерживало. Вяземский писал как? Это совершенная противоположность истории с Дантесом. Здесь действует патриотизм. Весь Петербург радуется, как Лермонтов проучил французов. Лермонтова отправляют на Кавказ проветрить голову. Докладная записка, суд, на Кавказ отправить. А перед этим было решение суда о том, что он должен 3 месяца в крепости отсидеть. Государь пишет: согласен. Тем же числом резолюция приходит к командиру, говорит: так, согласен, надо продержать в крепости, потом отправить на Кавказ. Той же датой, это какой? Никто не будет переспрашивать императора, что он имел в виду. Сегодня отправляем его или через 3 месяца? Ну, там консилиум, все размышляли. Отправим сегодня, пусть едет от греха подальше. Тенгизский пехотный полк, место, как писали у нас во всех учебниках, царь отправил Лермонтова на верную смерть. Потому что это полк, который находится на передовой.
на линии боевого соприкосновения, очень боевой полк, все время на войне, и как бы шансов выжить там у Лермонтова вроде бы как не было. Вот такая официальная у нас версия. Я считаю, что это не так. Потому что примерно в это же время, когда арест Лермонтова, случилась одна известная с этим полком тенгизским история с солдатом Архипом Осиповым, которая дошла до императора. Простой солдат, рекрут, много лет уже прослуживший с крестьян. Он в крепости, черкесы осаждали крепость, и было понятно, что мы не выдержим, потому что их много, они сильнее. И вот этот Архип Осипов на солдатском кружке сказал: вы знаете, вы мне дайте спички, фитиль. Когда я почувствую, что все-таки нам крепость не удержать, я взорву пороховой склад. Заранее это сказал. Это не эмоциональный подвиг какой-то в порыве. Упал на амбразуру. Говорит: да ты что, Архип, зачем? Не-не-не, давайте. Вы только отойдите подальше. Ну так и получилось. Черкесы ворвались в крепость. Наши отошли. Архип Осипов один остался, перекрестился и взорвал пороховой склад, уничтожив огромное количество врагов вместе с собой. То есть такое было сознательное самопожертвование. Спланированная. Эта история дошла до государя-императора. Поскольку у Архипа Осипова не было семьи, он, будучи в солдатах, не смог семью завести, и не было родных, кто мог бы продолжить его фамилию, детей не было, то император повелел записать его имя навечно в списке полка и на каждой поверке произносить такой-то Архип Осипов. Вот это был первый случай в русской истории, самый первый, навечно внесен в списки воинской части. После этого полк был отведен в тыл, и вот туда и направили Лермонтова. То есть прекрасно Николай I знал, что полк не на передовой, что полк где-то в тылу, на переформировании, после тяжелых боев. То есть он его не в штрафбат отправлял. Это первая история. Вторая история. Дело в том, что Лермонтов вообще при жизни в первую очередь прозаик, а не поэт. Что одновременно издается самое знаменитое на тот момент произведение Лермонтова отдельной книжкой, которая называется «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» издавался до этого частями, как записки офицера с Кавказа, отдельными рассказами в отечественных записках. А тут законченное произведение, в определенном порядке эти повести выстроены. Помним с вами, что там не хронологический порядок. Вопреки хронологии все происходит. То есть сделано это очень сознательно. Лермонтов как бы раскрывает характер героя таким образом. Когда я в свое время вышел фильм «Pulp Fiction», помните, «Криминальное чтиво», все не в хронологическом порядке, и все наши великие кинокритики писали: гений Тарантино впервые расположил не по порядку действия, все путается. Это Лермонтов за 200 лет до этого все это сделал. Да. Ну, Тарантино знал. И вот эта книга по рекомендации или сестры, или жены попадает Николаю Первому. И он читает, зачитывается героем нашего времени в это же самое время. Далее буду цитировать. Николай I прочитал роман за 2 дня. 13 июня пишет жене, кавычки: «Я работал и читал героя, который хорошо написан». Дальше там по работе. Письмо могли писать в течение дня несколько раз, возвращаясь. Мысль пришла, записал. 14 числа, на следующий день, письмо жене. В 3 часа дня. «Я работал и в перерывах продолжал читать Лермонтова. Нахожу 2-й том, следующий повесть, гораздо менее удачным, чем первый. 7 часов вечера, кавычки, дочитал до конца героя. Нахожу 2-ю часть отвратительной». Уже как профессиональный критик Николай I пишет, кавычки: «Характер капитана, то есть Максима Максимовича, набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался, что он-то и будет героем нашего времени. Однако господин Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и простым характером, но заменяет его презренным, очень малоинтересными лицами. Счастливый путь, господин Лермонтов». Он помнит, что Лермонтов едет на Кавказ. «Пусть он, Лермонтов, если это возможно, прочистит там себе голову». Ну, то есть, понаписал. Ну, с точки зрения императора, это все очень логично. Как может быть героем непонятно кто. Не положительный персонаж. Какая мотивация для молодежи этот Печорин? Поэтому пускай там мозги проветрит и куда-нибудь туда подальше, на Кавказ. Куда поступает служить Лермонтов? Он поступает командиром взвода, он же поручик. Правда, теперь не гвардейский, а пехотный. Командиром взвода 12-й мушкетерской роты Тенгизского пехотного полка. Кто у него командир батальона? Батяня комбат.
Командир батальона – тот человек, которого всегда все школьники путают с Дантесом. Командир батальона у него Донзас. Этот мир тесен. Тот самый Константин Донзас, который на дуэли был секундантом со стороны Пушкина. Он тоже француз по дедушке и по отцу, потому что он потомок роялистов французских, которые от французской революции сбежали в нормальную страну, где потише, где гильотины нет, уехали в Россию. Вот он внук этого французского роялиста. Он учился с Пушкиным в одном классе в Царскосельском лицее. Только в отличие от Пушкина и Корчакова, он совсем двоечник был. Его вот выпустили прапорщиком, инженером, строил мосты, переправы, понтоны. В конце концов, добровольцем поехал на Кавказ воевать. К моменту, когда дуэль пушкинская, это 1837 год, он был в Петербурге, видимо, отпуск. Тогда же нельзя было говорить о том, что заблаговременно договорились о дуэли. Там была версия такая, что я шел по улице, случайно встретил Пушкина. Он мне сказал: Костя, я завтра дуэль. Пойдешь со мной? Секундантом. Ну, как я мог отказать ему, однокласснику, как благородный человек? Ну, пошел. Наверное, все-таки заранее все об этом договаривались. Тогда ведь очень важно, как записывали в документах, следствие же шло, кто участвовал в пушкинской дуэли. Так не писали Пушкин Александр Сергеевич. Или великий поэт. Писали камергер двора его императорского величества Пушкин. Далее инженер-подполковник Донзас. Барон Геккерен Дантес. Дантес усыновлен, у него двойная фамилия. Барон Геккерен Дантес, запятая, поручик лейб-гвардии полка. Ну и какой-то там французский виконт. Он сразу сбежал после дуэли тоже во Францию. Какой был приговор после дуэли? Дантесу, Донзасу и заочно, наверное, виконту. Всех суд осудил к повешению. И Донзаса, и Дантеса. Но потом началось смягчение одно, смягчение другое. Никого же не вешали по этому Петровскому указу. Донзаса лишение чинов, лишение дворянства, рядовым, в крепость, в Острог, потом на Кавказ. Дантеса, убийцу Пушкина, лишение чинов, лишение звания, рядовым в сопровождении жандарма отвезти под конвоем, за границу выслать. Ну, а потом, когда уже все так немножко успокоилось, вышло решение о том, что Константина Донзаса с учетом того, что у него много боевых орденов к этому моменту. Он заслуженный человек, боевой офицер с Кавказа, много ранений и прочее, прочее, прочее. Значит, наград не лишать его и отправить все-таки на Кавказ, но офицером. Вот он там и служил. И он был командиром батальона, куда сослали Лермонтова. Лермонтов из Ставрополя пишет письма, что вот я выехал на Кавказ, еду в Чечню, брать буду Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе на пересылку. Такая каналья этот пророк. Имеется в виду пророк Шамиль. Шамиля, естественно, никакого Лермонтов не взял. А кто взял Шамиля? Спустя много-много лет. Его пленил однокашник Лермонтова, князь Борятинский, который к тому моменту стал командующим всей Кавказской армией, Кавказским корпусом. Они, правда, не дружили в училище, но учились вместе. Локтями друг друга касались, постоянно ругались. Есть стихи Лермонтова о Борятинске, об однокашнике. Мое любимое собрание сочинений Лермонтова, 59-го года издания. Я тут вам прочитаю, как писали письма тогда. Мы помним с вами, да, что все подозревают, будто Лермонтов не стрелял в воздух на этой дуэли, а промахнулся. Значит, Лермонтов врал на следствии, значит, это недостойно дворянина. И Лермонтов, весь разобиженный, пишет своему начальнику, Михаилу Павловичу, великому князю, командующему всей гвардией, типа, я не врал на следствии по поводу дуэли. Что пишет Лермонтов? Стиль, послушайте. Ваше императорское высочество, признавая в полной мере вину мою и с благовением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердной службы загладить мой проступок. Но, получив приказание явиться господину генерал-адъютанту Бенкендорфу, слов его сиятельства увидел, что на мне лежит обвинение в ложном показании, самое тяжкое, которому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. То есть показание, что он соврал. Ваше императорское высочество, позволите мне сказать со всей откровенностью, я искренне сожалею, что показание мое оскорбило Баранта, но я предполагаю, чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что ваше императорское высочество соблаговолите обратить внимание на горесть на мое положение и заступлением вашим восстановить мое доброе имя,
во мнении его императорского величества и в вашем с благоговейной преданностью, а имею счастье прибыть вашего императорского высочества, все преданнейший Михаил Лермонтов, поручик Тенгинского пехотного полка. О, письма писали. Лермонтов не хочет служить командиром взвода в Тенгинском полку у Донзаса. Ему это скучно, там командовать, пехота. Выбил себе должность адъютанта. Командира экспедиционного, называли его чеченского отряда, генерала Голофеева. Этот отряд должен отправиться куда-то туда, в зону боевых действий. Полк стоит в тылу. Не надо думать, что должность адъютанта – это какая-то блатная должность. Колбаску нарезать генералу. Адъютант – это очень тяжелая и очень опасная работа. Во время отсутствия коммуникации всех, любых, задача адъютантов, их несколько всегда у командира, передавать приказания. Вот генерал смотрит, там усилить, этих перевести туда, этих сюда, этим отступить. И у него есть адъютанты, которые скачут, несутся, передают эти приказы. Либо, если погиб командир подразделения любого, роты, батальона, адъютант его должен заменить сразу же. Ну а где взять офицера под рукой опытного? Поэтому адъютант – это, очень опасная работа, очень тяжелая работа. И смертность адъютантов, мы посмотрели статистику, по сравнению со смертностью обычных офицеров в зоне боевых действий, выше в 3 раза. То есть Лермонтов не трусил. Но это зато свободный человек. Ты при штабе, при начальнике. И вот первый бой, известный на реке Валерик, приток Терека, 11 июля, Лермонтов. У нас каждый день дела, бои. Одно довольно жаркое, продолжалось 6 часов кряду. У нас было 2000 пехоты, а их 6000. Цифры примерно правильные. Все время дрались штыками, то есть перестрелки почти не было. Горцы заняли высокий берег и прятались в лесу, поэтому артиллерия, все это было совершенно бесполезно. Вверх она стрелять не может, поэтому дрались в рукопашную. У нас убито 30 офицеров и 300 рядовых. Их осталось лежать на месте 600. На самом деле потери были еще больше в этой рукопашной. Из боевого донесения в штаб, кавычки. Тенгинского полка поручик Лермонтов исполнял возложенное на него с отменным мужеством и хладнокровием. И в первых рядах храбрейших ворвался на неприятельские завалы, которые там на берегу. Валерик мы все учили в школьной программе. Уже затихло все, тела стащили в кучу, кровь текла, струёю дымной по каменьям. В общем, такое страшное стихотворение. Совершенно не милитаристское на самом деле. Потому что после всей этой рукопашной и с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места хватит всем. Но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? Писано в станице Грозная, лето 41 года, ровно за 100 лет. Потом Лермонтов получает новое назначение, заменяет тяжело раненого товарища, унтера Дорохова. Заменяет его в командовании так называемой сотни охотников. Ее даже будут называть в литературе потом Лермонтовская сотня. Во-первых, что такое сотня охотников и кто такой Дорохов? Дорохов, «Войну и мир» помним, Долохов, да? Это прототип, это он. Это вообще поразительный человек. Передавая командование Лермонтову, Дорохов пишет: «По силе моих ран я сдал моих удалых Лермонтову. Славный малый, честная прямая душа, не сносить ему головы». Руфин Дорохов, Руфин его звали, прирожденный солдат и профессиональный дуэлянт, бритер. 14 состоявшихся дуэлей. Ему на тот момент где-то около 40 лет. Он сын прославленного героя 812 года, генерала Дорохова, знатной семьи. Генерал умер от ран, отец, вскоре после войны. Сам учился в самом элитном учебном заведении в империи, в Пажеском корпусе. Едва вышел из корпуса в полк, тут же убил на дуэли какого-то капитана. Потом судили. Потом драка в театре. За буйство в театре и ношение партикулярной одежды, без мундира пошел в театр, плюс дуэль, все вместе разжалован в солдаты. Прибыл в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Помним тот самый драгунский полк, в котором служил Лермонтов, прославленный. Вызвался сразу же добровольцем на самые отчаянные дела. Ночные разведки там и так далее.
Настолько был отчаян, смел и успешен, что однажды после ночной разведки пошел Дорохов, разжалованный с 2 солдатами. Когда он возвращался, знаете, кто его лично приехал встречать? Паскевич, командующий армией всей, наместник Кавказа. Лично приехал и выпил с ними со всеми шампанского, с рядовыми, с солдатами. Настолько был доволен Дороховым. Дальше окончание войны с Персией, награжден золотой саблей за храбрость, произведен в поручики из рядовых, прощен, уволился за ранами в запас, женился, жил в Москве, и опять дуэль, дуэль, дуэль. В конце концов, чуть не убил какого-то карточного шулера. Ну, пишут, что пырнул его ножом прямо при всех за карточным столом. Другие говорят, что как в кино. У шулера вот так лежала ладонь на какой-то крапленой карте, а тот его ножом в ладонь попал. Жуть. Кино. Должны были на каторгу. Хлопоты родственников. Жуковский дошел до императора. Письмо, говорит, ну как так? В итоге, по большой милости, 2-й раз его опять разжаловали в солдаты, опять отправили на Кавказ воевать. В пехоте Дорохов служить не мог, потому что тяжкие ранения. Он вообще ходил с трудом, поэтому только в кавалерию. В казаки. И снова за мужество, храбрость произведен в унтер-офицеры. И вот командовал этой сотней охотников. Он ее сам собрал. Что такое эта сотня охотников? Это добровольцы. Они без формы воевали, по штатскому, кто в чем гораст. Интернациональная сотня, там кабардинцы, то есть разного рода кавказцы, которые были не за Шамиля, а за правительственные войска. Казаки, очень много штрафников, разжалованных офицеров. И неплохо зарабатывала эта сотня, потому что она брала себе добыча военная, поэтому там служить очень опасно, но доходно. Многие стремились. Вот такая своеобразная штрафрота, можно сказать. Задачи какие у нее стояли? Рейды по тылам противника, операции возмездия, разведка боем, освобождение заложников. Ну, заложниками же там тяжело, но тактика была специальная. Захватывали офицеров, потом за выкуп. С этим Ермолов боролся, как мог, еще с этой тактикой горцев очень опасной. Известная история, да, как одного офицера штаба Ермолова, как только Ермолова назначили, захватили горцы и прислали записку, что, мол, 1000 рублей серебром мы вернем. Нет проблем, давайте. Ну, надо платить, что, убьют же. Ермолов сказал, да. Значит, вот там вот выйти на улицу и всех старейшин, у кого борода подлиннее, всех арестовать всех. Схватили там человек 20 уважаемых людей, мирных, сказал, ну что, говорит, давай меняться. Один волос упадет с моего офицера, я их всех. Не правовые действия, конечно, даже по законам империи того времени, совсем. Ничего, больше никто у Ермолова заложников в штабе не брал с той поры. Вот такая была история. Кстати, по поводу штрафников. Кто смотрел фильм «Штрафбат»? Много смотрел. Популярное кино. Фильм очень хорошо сделан, талантливая режиссура, актеры. Правда в этом фильме заключается в том, что война была наших с немцами. На этом правда заканчивается. Все остальное – это фантазии сценаристов, режиссера и продюсера. Потому что, ну, конечно, ничего, что изображено в фильме «Штрафбат», ничего такого в принципе быть не могло вообще, совсем. Почитайте мемуары настоящих офицеров, командовавших штрафными батальонами, штрафными ротами, вы поймете, что все совсем по-другому. Ладно, не буду отвлекаться, потом отдельно об этом поговорим как-нибудь. Что писал один из бойцов этой сотни охотников про своего нового командира? «Я хорошо помню Лермонтова, как сейчас вижу его перед собой. Он был среднего роста, загорелым лицом. В кругу товарищей офицеров, участвовавших в экспедициях, был всегда весел, любил острить». Совсем другой на войне, вот совсем. «Был отчаянно храб, удивлял своей удалью даже старых кавказских джигитов». Сам Лермонтов, кавычки, «получил от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников из 100 казаков. Разный сброд, волонтеры, татары и прочее. Нечто вроде партизанского отряда. Если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут». Но имеется в виду, дадут какую-то награду, а после награды все, ты прощен и возвращаешься в гвардию в Петербург. Уже в тот момент Лермонтов хочет выйти в отставку и посвятить себя литературе. Но для этого надо быть не просто прощенным, а красиво, с наградой, с повышением. Не просто так. В основе его отряда были там терские казаки очень много, были пластуны так называемые, такой вот спецназ. Лермонтов не дозволял себе никакого комфорта.
ел с одного котла со своими бойцами, спал на шинели, все время в седле. Они почти не признавали огнестрельного оружия. Действовали в тишине, ночью налетали на позиции горцев, лагеря. В рукопашной. Вот тут Лермонтову пригодилось умение владеть саблей, уже учился у лучшего мастера в свое время. Очень страшное дело. Постоянная, ежедневная поножовщина. В свободное время возил с собой альбомы, писал стихи. Учебник математики. Он любил математику. Загадывал своим офицерам и товарищам математические задачи. Такой мастер. Ребусы. В шахматы со всеми играл, все время шахматы с собой были. Причем, так как Лермонтов играл в шахматы на деньги, маленькие ставки, но на деньги все-таки. Скучно играть без интереса. То, как пишут в воспоминаниях, очень скоро никто не хотел больше играть с Лермонтовым. Все ему проигрывали постоянно. Несколько раз представлен к наградам. Очень много путаницы по этому поводу в интернете. Я долго-долго ковырялся, потому что непонятно, то ли его представляли к одним и тем же наградам несколько раз, то ли документы повторно высылали. Более-менее точная история следующая. Его сначала представили к ордену святого Владимира 4 степени. Это вот есть Георгий, высший воинский орден 4 степени. Вслед за ним идет Владимир 4 степени. Высокая награда. Направили документы в штаб Кавказского округа. Там посмотрели, сказали: елки, да он же ссыльный. И у него ни одной госнаграды нет до этого. Сразу такую высокую нельзя. Ну, как принято у нас у кадровиков, понизили до ордена святого Станислава. Какой-то там степени отправили дальше документы в Петербург. Потом вроде бы повторно еще раз направляли документы, потому что очень долго в Петербурге это дело рассматривалось. Как мы помним с вами, в конце концов, из финального наградного списка считается, что лично император Лермонтова вычеркнул. Отказался утвердить это представление. Но объясняли это чем? Непонятно чем. То ли личная неприязнь императора, то ли император не хотел, чтобы он возвращался в Петербург. Если орден, то он сразу возвращается обратно. Прощается, возвращается. То ли какие-то интриги Бенкендорфа. Непонятно, потому что Бенкендорф раньше во всем шел ему навстречу, по всем ходатайствам бабушки. Может, бабушка достала Бенкендорфа. Ну, непонятно. Вот вычеркнули его. Потом Лермонтова представляют уже другой командир, что тоже важно, другой генерал представляет его к золотому оружию за храбрость, как раз во время командования этой сотни охотников. Это тоже высокая награда. Плюс к этому возвращение обратно в гвардию не просто тем же чином, поручиком, а со старшинством. Это очень важная пометка, потому что со старшинством означает, что вот если бы это утвердили, его вернули бы обратно в лейб-гвардии гусарский полк поручиком, и он сразу бы получил следующее звание, первым по очереди, со старшинством в гвардии. Сразу бы стал капитаном. Очень быстро. Тогда понятие старшинства значило очень много. Важно было, как долго офицер, не просто за подвиг, а как долго он еще служит в этом чине. Это очень важно. Помните казус со старшинством Багратиона и Барклая? Я вам рассказывал. Они два командующих армиями в равном статусе, в равных должностях. И оба генералы полные. И в равном звании, выражаясь современным языком. И вот они вместе находятся, и кто из них главнее? Главнее должен быть тот, кто получил генерала полного раньше. Хоть на месяц, если он получил раньше, то по принципу старшинства он автоматически главнее. Но казус заключается в том, что и Барклай де Толли, и Багратион получили полного генерала одним императорским указом, одновременно, одним приказом. А в списке Багратион и оба на «Б» и Барклай по третьей букве. Барклай шел после Багратиона. И вот это, значит, с формальной точки зрения старшинство Багратиона. И он всем говорил, ну, смешно, конечно, говорил, ну, хоть я и старше Барклая, ну, ладно, настаивать не буду на старшинстве. То есть это очень важно в то время было. Награды не утверждают. Уехать с Кавказа он официально не может. Бабушка хлопочет. В конце концов, выхлопотала отпуск Лермонтову на 2 месяца. Писала там заявление, что она очень плохо себя чувствует, что она умирает. Надо обязательно с внучком повидаться. И вот, чтобы встретиться с бабушкой, на 2 месяца дают ему отпуск в Петербург.
Лермонтов едет в Петербург, и это его последний приезд. Но там он, конечно, суперзнаменитость. Все знают, что он представлен неоднократно к наградам, что он не просто боевой офицер, а командир спецназа. Он прославлен, он весь в сражениях про это знают. Он очень модный поэт, его везде зовут, во все салоны. А он ходит мрачный, настроения нет у него. Уже воевать он не хочет, уже хочет в отставку. Все пишут, он постоянно просился в отставку, вредный царь его не отпускал. Он ни разу не просился официально в отставку. Потому что если бы он попросился, то ему бы ее не дали. Уйти в отставку офицер может один раз в год, в конце года, в декабре. В декабре 1840 года Лермонтов пропустил, потому что ждет награды. Документы ушли на награды. Орден, сабля, еще раз орден. Все ушло. Вот тогда меня точно отпустят, а то я весь буду в орденах. Красиво. А дальше о чем проситься? Все равно заявление не будет рассмотрено после этого. Он приезжает в отпуск в начале 41 года. Нет смысла проситься в отставку. Он говорит, да, я хотел бы, но бабушка против. Бабушка хочет, чтобы я продолжал в армии служить. А я хочу уже заняться литературной деятельностью. И вот тут очень важный момент. Если бы судьба сложилась по-другому, предположим, его орден каким-то образом бы утвердили, или саблю, или просто вернули бы в гвардию со старшинством, и он бы ушел в отставку, то у него был следующий план, мы об этом знаем. Они собирались втроем, 3 друга, заняться издательской деятельностью. Лермонтов, Сологуб и издатель отечественных записок. Они ровесники, они молодые, им там 25-26 лет, 27. Получалось что? Действующий издатель отечественных записок, он супербизнесмен, он вообще гений бизнеса. Он потом будет всю жизнь издавать отечественные записки и сделает это самым модным, самым читаемым, самым доходным журналом. У него будет работать Некрасов главным редактором. Все звезды там будут публиковаться. А Сологуб – это политическая крыша. Он сам хороший писатель, очень талантливый человек, но он вхож в императорскую семью. Он решает вопросы. А Лермонтов – это мегабренд. Плюс у Лермонтова что? Важно для любого издателя, для любого бизнеса. Неограниченное финансирование. Это было бы совершенно бомбическое литературное издание. А Лермонтов говорит, я вернусь, и мы втроем будем издавать отечественные записки. Мы уже договорились. В Петербурге, ну что делает Лермонтов? Вот ходит по балам, грустный. В отставку выйти момент упустил, награду не утверждают. Он еще про это не знает окончательно, про отказ. Ну, устраивает там такие перформансы, можно сказать. Его везде же зовут. Говорит, у меня новый роман. Ой, приходите к нам почитать новый роман. Ну, у меня райдер. Я просто так не приду. Мне надо, чтобы было человек 30, хороший стол, дорогое шампанское, свечи, и вот я буду читать. Чтобы публика была очень достойная. Хозяйка литературного салона, да, конечно, дорогой Мишель, все как вы, собирает самых знатных гостей. Лермонтов, автор героя нашего времени, будет читать новый роман. Собрались, все ждут закуски. Лермонтов пришел, количество бумаг такой толстой папкой пришло. Начинает читать мрачным голосом. Минут 15. Прочитал 3 страницы. Говорит, ну вот все, дальше я еще не написал. И уходит. Через 15 минут. Перформанс. Весь Петербург обсуждает, как Лермонтов над всеми пошутил. К гадалке пошел. Была известная гадалка в Петербурге. Не цыганка, немка, как ни странно. Она, как известно, нагадала смерть Пушкину. Сказала, что его ждет смерть от руки высокого блондина на белом коне. Ну, собственно, Дантес был высоким блондином, кавалергард на белом коне. Лермонтов задал ей вопрос, хочу в отставку, и когда буду в Петербурге нормально, она сказала, ну, вы знаете, в Петербурге вы уже никогда не будете. Это у вас последний приезд. А отставка у вас будет такая, что лучше никому не надо. Лермонтов расстроился. Ну, может быть, не сильно поверил ей. Пишут в учебниках, что Лермонтову в 48 часов власти приказали уехать обратно на Кавказ. У Лермонтова кончился отпуск. Подали ходатайство о продлении. Лермонтов ходил по всем балам, вечеринкам. Ну, как-то не очень хорошо ссыльному офицеру, который приехал сидеть у постели больной бабушки, по всем, как бы сейчас сказали, ночным клубам и театрам. Бабушка-то, кстати, в Петербург так и не приехала. Там что-то случилось. И они больше не увиделись ни разу. Ну, это все знали. Поэтому, когда пришло прошение о продлении отпуска, какой отпуск, сказали Лермонтов? Какой? Он все время здесь где-то не в ту дверь заходит. Обратно служить на Кавказ.
Тогда это вообще так принято было. Секундант Лермонтова, его друг Столыпин Монго, он же на момент, когда он был секундантом Лермонтова на дуэли, уже был в отставке, поручик в отставке. Когда рассматривалось наказание, Лермонтова отправили в действующую армию, а на рапорте «Что делать с Монго» со слов государя было сказано следующее. «Не подобает в таком молодом возрасте болтаться без дела. Пусть послужит». Столыпин намек понял и сразу записался обратно в армию на Кавказ. Опять же, в тот же самый, по-моему, Нижегородский драгунский полк. Лермонтов уезжает из Петербурга через Москву. В Москве он на неделю подвис, то есть никуда на самом деле не торопился, все не спеша. Написал известное стихотворение якобы, уезжая из Петербурга. Какое? В обиде на всех. «Прощай, немытая Россия». Считается, что написано как раз в тот момент, когда Лермонтов узнал о решении его выслать. Это большой вопрос. Во-первых, нет рукописи авторства. Ее нет. У Лермонтова очень много сохранилось автографов. Все они хранятся главным образом в Пушкинском доме. Ну вот можете приехать еще посмотреть. У нас замечательный Лермонтовский музей, рядышком совсем. 5 минут пешком на Молчановке, где Лермонтов 3 года жил вместе с бабушкой, учась в Москве. Можно поехать в Середняково, замечательный тоже музей, где Лермонтов проводил лето, учась в Московском университете и в Московском пансионе. Усадьбы родственников Столыпиных своих там тоже хранятся, автографы Лермонтова. Но вообще обратите внимание, как тогда писали. Бисерный почерк, мелкий. Каждое слово супер разборчиво. Идеальная каллиграфия. Говорят, бумагу экономили. Зачем было Лермонтову экономить бумагу? Культура чистописания. Сейчас посмотришь, как школьники пишут. Рукописи нету автографа Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Стихотворение опубликовано через 30 лет после его смерти. Со слов, по какому-то списку, кто-то что-то записал. До сих пор лермонтоведы отказываются публиковать его в собраниях сочинений, даже с припиской, что, мол, авторство Лермонтова не подтверждено. Хотя на самом деле, на мой личный взгляд, конечно, это удачная литературная мистификация. Бывают такие важные политические стихи, которые пишут за авторов. И когда-то потом на волне либерализма впоследствии было удобно Лермонтову приписать такое вот стихотворение. Поверить в то, что он мог написать «Немытая Россия», мне кажется, только самый упоротый либерал может в это поверить, потому что найти, где еще Лермонтов с такой же тональности пишет о своей родине. Что Лермонтов пишет? «Люблю Россию я, но странную любовью, не слава, купленная кровью, не полный гордого доверия покой, не темной старины заветные предания, и так далее. Но я люблю, за что не знаю сам». Дальше каждый из нас может сам продолжить, за что он любит Родину. Но вот Лермонтов писал так. Делать из него революционера, как делали большевики. Луначарского есть статья «Лермонтов революционер». Не его это стихи, мне кажется. Хотя у каждого свой Лермонтов. Сейчас, вот, кстати, другая интересная тенденция. Я не захватил с собой, прочитал феерическую статью в американском издании, называется Foreign Policy, такой серьезный, аналитический журнал о внешней политике, издание Вашингтон-Пост холдинга. Статья «Лермонтов – певец русского захватнического империализма». Там прошлись по всем. 4 у нас самых главных империалистических писателя, которые оправдывают русский шовинизм, империализм, путинизм, агрессию. 4. Пушкин, клеветникам России, понятно. Лермонтов – это вообще просто исчадие ада, это главный герой этой статьи, потому что мало того, что он империалист, он еще и собственноручно в боевых действиях уничтожал свободолюбивые народы Кавказа. Толстой, понятно, тоже воевал, да еще с англичанами и французами. Ну и вот, что меня убило окончательно, это империалист Достоевский. Ну и призыв, что всем этим 4 империалистам надо снести все памятники во всем мире, везде, переименовать улицы, площади, все как полагается. И вот Лермонтов после окончания своего отпуска приезжает опять на Кавказ, прибыв в Пятигорск, подает военному коменданту рапорт о болезни и заключение от врача. Врача зовут Барклай де Толли, не поверите, родственник, военный врач.
Цитирую заключение. «Поручик Лермонтов одержим золотухою и цинготным худосочием, сопровождаемым припухлостью и болью десен, изъязвлением языка и ломотой ног. Для облегчения страдания необходимо поручику Лермонтову пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года до полного излечения». Далее врач пишет, что если не лечить, то могут быть самые пагубные последствия для здоровья. Ну, с одной стороны, как-то неловко подозревать в медицинском обмане военного врача Барклая де Толли. Ну, а с другой стороны, заболел одновременно и Лермонтов, и Столыпин, с которым они вместе приехали. И перед этим они еще бросали монетку, как известно, то ли им ехать в полк, то ли в Пятигорск. Пятигорске гораздо интереснее, потому что там светское общество, девушки. И вот монетка выпала на Пятигорск, Столыпин хотел в полк. Честно говоря, мне кажется, что, конечно, Лермонтов нашел какие-то аргументы убедить полкового врача выдать ему такое страшное заключение, по которому он целое лето должен лечиться на минеральных водах. Он лечился действительно, он принимал ванны, правда, ездил и в Пятигорске, и рядом в Железноводске, пил минералку, лежал в ваннах. Может быть, какие-то у него были кожные проблемы. Нельзя сейчас сказать, насколько это... Ну, лучше бы в полк поехал на самом деле. Не уговаривал врача или не покупал, как многие считают, это врачебное свидетельство. Там, в Пятигорске, сейчас находится музей, известный домик с соломенной крышей, который они вместе со Столыпиным арендовали на все лето. Срок неизвестен, ну, минимум месяца на 3. Заплатили за это жуткие деньги. Домик крошечный, сарайчик такой. 100 рублей серебром. Там, вот, собственно, первый музей Лермонтова, открытый еще до революции. Там они встретили старого однокашника своего Мартынова. Лермонтов очень обрадовался. Мой друг Мартыш тут рядом. Будем вместе гулять. Там же и произошла та самая дуэль. Тоже совпадение. Вот от дома, где они жили с Столыпиным, вот представим, где вот этот вот микроподиум, а дом, где они поссорились с Мартыновым, через двор перейти, вот буквально за дверью этого зала. Вот прямо вот там. Вот надо было им еще поссориться прямо рядом. Вот в этом соседнем доме генеральши Верзилиной, генерал где-то был по делам, у них собирается светское общество, несколько дочерей незамужних, молодых, красивых, интересные офицеры. Вот там произошла знаменитая ссора, в которой принимал участие Лермонтов. Присутствовал капитан Нижегородского полка Драгунского Столыпин. Почему капитан? Потому что он из гвардии плюс звание. Шашка. Тут хочет подержать? Вот это настоящая шашка, которая называется шашка Нижегородка. Встаньте лицом туда, покажите. Это шашка Нижегородского драгунского полка. Такая была у Столыпина, может, чуть получше, потому что он офицер. Стали переодевать, менять форму военную Нижегородскому полку, такую более кавказскую делать. Оружие тоже убрали вот эти вот душки, наши сабельные. Такая стала больше похожа на казахскую шашку или на кавказскую шашку. Очень удобное, боевое. Их потом пытались несколько раз заменить на более современный тип сабель. Но нижегородцы так гордились своими нижегородками, что отдельным распоряжением им разрешили эти исторические шашки до революции, до 1918 года. До момента уже расформирования полка они все ходили с такими историческими шашками. Как у Столыпина, как у Долохова. Потом, конечно, вот эти штыки появились позже, уже в конце века. Тогда еще штыков не было. А вот эта сабля кавалерийская, более тяжелая история. Сабля кавалерийская нижних чинов. Точно такой саблей Лермонтов учился сабельному бою в военном училище. Вот точно такой же. Потом, когда он стал уже офицером, у него была чуть более такая изящная, чуть более украшенная, полегче, поудобнее. Фехтованию он учился именно на таких саблях. И, собственно, если бы они с Дебарантом вдруг на саблях стали биться, я думаю, что все это бы закончилось очень печально. Мартынов к этому моменту уже в отставке находится. Майор в отставке. Почему майор? Почему он так обошел Лермонтова? Потому что он уехал в свое время на Кавказ добровольцем. И из гвардии сразу получил плюс 2 чина, плюс 2 звания. А добровольцем был после военного училища. Лермонтов пошел в лейб-гвардии гусары, а Мартынов в кавалергарде, самый престижный полк. И у Мартынова была вот такая парадная форма.
Это подлинная парадная форма кавалергарда, белая. Повседневный был черный такой сюртук-мундир, а парадная белая. Вот точно такую же форму носил и Дантес. Он тоже был поручиком кавалергардского полка. Королевская тяжелая гвардия, кирасиры. Точно такую же форму носил и Мартынов. Потом он уезжает добровольцем на Кавказ, получает плюс 2 звания. Но там у него что-то не складывается с военной карьерой. То ли, говорят, его кто-то уличил в карточном шулерстве. Непонятная история. Он добровольно уходит в отставку майором, но продолжает при этом жить на Кавказе, в столицу не возвращается. Молодой совсем. Мартынов младше Лермонтова. Лермонтову 26 лет на момент ссоры, Мартынову 25, Столыпину 24, по-моему. Это совсем молодые люди. Что было, мы точно не знаем, можем придумать реконструкцию. Небольшая комната. В ней несколько молодых людей и несколько девушек. Трубецкой, еще один офицер. Сосланы, как бы сейчас говорили, в зону боевых действий за какие-то провинности из гвардии. Трубецкой играет на фортепиано. Все разговаривают, курят, тогда можно было. Лермонтов шутит со всеми, все смеются. Дам описание ссоры словами дочери Верзилина, одной из девушек. 13 июля собрались к нам несколько девиц и мужчин. Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, танцевали, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Лев Пушкин, мир тесен, младший брат Александра Сергеевича Пушкина, тоже в этот момент на Кавказе, тоже офицер служит. И они вдвоем с Лермонтовым принялись острить свой язык. Ничего злого особенно не говорили. Но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей моей сестрой Надей, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет. Вот тут интересно. Это была уже, видимо, не свежая острота Лермонтова, поэтому она так раздражала Мартынова. Мартынов как выглядел? Он как бы офицер в отставке. Поэтому он носит не форму, а что-то непонятно чего. Он одет как черкес. Папаха, черкеска, вот эти вот патроны, вот бурка. Он очень следит за собой. Все время эти черкески у него новые, он их меняет. Он брился наголо, у него какие-то усики, чуть ли не маникюр, весь такой изысканный. И над ним Лермонтов постоянно прикалывается. Звали Николай Соломонович Мартынова. Вот, наш друг Мартыш не Соломон, а Соломонов сын, ну и прочее, прочее. Как писал Мартынов, с самого приезда Лермонтова в Пятигорск он не пропускал ни одного случая сказать мне что-то неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет. На вечере в одном доме, за 2 дня до дуэли, он вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову. Это вот тот самый дом Верзилиных. Что вывело в последнюю секунду? Как описывали, мы реконструируем. Последний аккорд делает Трубецкой, до этого все говорят, никто ничего не слушает, кто говорит. Вот последний аккорд, бац, гробовая тишина. И в этот момент раздается окончание фразы Лермонтова, явно относящаяся к Мартынову, говорят по-французски так между собой, которая звучит, я французский знаю очень плохо, прошу меня простить, но звучит это по-русски «горец с длинным кинжалом». Ничего обидного. Во-первых, по-французски это в рифму. «Монтегар агран пенар». Во-вторых, явная, очень плоская шутка про длинный кинжал. Особенно в то время это вот прямо совсем. А Мартынов действительно носит удлиненный кинжал на поясе. Разодетый под горца Мартынов с длинным непонятно чем в гробовой тишине в присутствии девушек. Мартынов, которых с Лермонтовым знаком всю жизнь. Они вместе друг у друга в гостях. Лермонтов дружит с семьей Мартынова. Лермонтов якобы ухаживал за кем-то из его сестер. У Мартынова 4 сестры. Ездил к нему в имение. Они вместе учились. Лермонтов обрадовался, когда узнал, что Мартынов в Пятигорске. Они везде ходили вместе. Но вы знаете, вот та история, когда вы вроде так давно знакомы, и вот все время между вами что-то искрит. Так часто бывает. Вроде как друзья. И Мартынов подходит к Лермонтову и при всех говорит: «Сколько раз я просил вас не острить на мой счет в присутствии дам». Разворачивается и уходит из комнаты. Собственно, все. Все говорят: ну, Мишель, может, вам извиниться? Лермонтов: да ладно, что там, оставьте, забейте, ничего не будет. Мы же свои люди с ним, за что извиняться, я ничего такого не сказал. Вечер продолжается,
А дальше совсем непонятно. Потому что, ссора, ничтожный повод для ссоры. Потом Лермонтов выходит из дома, и якобы на пороге к нему подходит Мартынов, и между ними какой-то разговор. Мы это знаем только в изложении Мартынова. Мартынов опять попросил извиниться, Лермонтов извиняться отказался. Я упрощаю. Сказал: отстань, слово за слово. Лермонтов: если ты такой смелый, то, может быть, ты поведешь себя как мужчина, если я тебя оскорбил. Ах так, говорит Мартынов. Тогда встретимся. Лермонтов: ты сам предложил. Когда проходило следствие, очень важно, кто кого вызвал на дуэль. Потому что тот, кто вызвал, более виноват в дуэли. Все друг друга выгораживали. Показания всех участников дуэли противоречат друг другу. Хотя их заставили давать письменные показания, но они эти письменные показания, находясь под арестом, все участники дуэли, секунданты, они эти показания сверяли друг с другом и все равно напутали ответы. Там все напутано. Разные места, разное расстояние, на котором они стрелялись, кто в какой очереди стрелялся. С чем это было связано? Это было связано с тем, что все понимали, что это вторая дуэль. Более того, Столыпин уже выслан, по сути, за участие в дуэли. То есть он рецидивист. Лермонтов непростой офицер совсем и погиб. В дуэли участвовали еще двое, считается. Еще Васильчиков, Глебов офицер и Трубецкой. Трубецкой тоже выслан. Поэтому Трубецкого и Васильчикова выгораживали, как будто их не было, хотя они вроде бы были. То есть при дуэли присутствовало 4, помимо Мартынова и Лермонтова, но по документам официально 2. А спустя много лет еще 2 признались в том, что они там тоже были. Когда уже было понятно, что их не накажут. Вот я тут должен вернуться к некоторым нюансам эпохи чести. Кто бы кого ни вызвал, отказаться было нельзя. Это утрата чести. Честь важнее присяги. В свое время, когда Николай I допрашивал декабристов, говорит: вы мне присягали, как вы могли? Один из декабристов сказал ему: государь, я дал слово чести, а честь важнее присяги. Вывел себя Николай I полностью из равновесия тогда. По-моему, Раевский это сделал. Погиб поэт-невольник чести. Нам непонятно, что такое невольник чести. А тогда всем было все понятно. Он не мог поступить по-другому, Пушкин. Он невольник чести. Дуэль – это социальный институт по восстановлению чести. Отказ невозможен. Ты можешь мутить, если ты хочешь увернуться от дуэли. Ты можешь опоздать. Онегин опоздал на дуэль с Ленским на час, по идее. Дуэль может быть отменена после этого. Потому что нарушены все правила, опаздывать нельзя. Он специально опаздывает, чтобы дуэль не состоялась. Но она там состоялась уже по другим причинам. Не будем сейчас в это сказать. Неизвестно, сколько дуэлей было у Пушкина. Вызовов считают пушкиноведы 20, 25. Даже реальных дуэлей мы не знаем, скрывали. То ли 3, то ли 4 дуэли, когда доходило до выхода на площадку. Знаете, как у Пушкина была дуэль из-за мазурки? Молодой Пушкин в Кишиневе, якобы в ссылке тоже, танцевальный зал, и он все время заказывает оркестру мазурку. Все танцуют мазурку. Раз мазурка, 2 мазурка. Надоело всем уже мазурка. Кто-то из офицеров подходит к оркестру и говорит: а можно что-нибудь там, вальс? Нет, у нас оплачено еще 2 мазурки. Извините, говорит офицер. Его подзывает командир полка и говорит: почему не вальс? Да мне сказали, что вот этот чернявенький заказал еще 2 мазурки. Вызывай его, иди, это оскорбление. Какое оскорбление? Даже не знаю, кто это такой. Я в первый раз вижу. Вы тогда, сударь, оскорбляете офицерскую честь офицера моего полка. Говорит ему командир полка: почему вы не настояли на вальсе? Он идет к Пушкину и говорит: отменяйте ваши мазурки, давайте вальс. Пушкин: да ни за что. Офицер: тогда я требую сатисфакции. Да, пожалуйста. Назначается дата, секунданты. Хороший повод, да? Они первый раз друг друга видят. Пушкин не может отказать, потому что тогда все будут говорить, что он сопляк. Офицер неудобно, потому что командир полка. Они встали друг напротив друга с пистолетами, а там еще холодища такая, там снежная была пора в Молдавии. И из-за метели друг друга не видно на расстоянии. Офицер говорит: может, сойдемся, сократим дистанцию? Условия договаривались письменно изначально. Пушкин: да, пожалуйста, хоть согреемся. Говорит. Они подошли друг к другу поближе, посмотрели. Каждый выстрелил в сторону, пожали друг другу руки, разошлись. В честь восстановлена, все смельчаки. И предполагалось, что, конечно, ничего не будет. Но такая игра, у кого первого сдадут нервы. Более того, когда потом кто-то сказал Пушкину:
Ваш соперник, этот офицер из-за мазурки, говорят, сдрейфил как-то, испугался вас? Пушкин сказал, да вы что? Он смелейший человек. И кто еще раз скажет про него плохо, я буду с ним стреляться. Игра, понимаете? Поэтому, когда Лермонтов едет на дуэль, вроде как никто не собирается никого убивать. Лермонтов шутит, он делится творческими планами. Они заказывают ужин неподалеку, в каком-то там трактире «Три пескаря», куда они потом пойдут обмывать это все дело. Секунданты. Задача секундантов, главная на дуэли, помирить соперников. Это главная их задача. Ну вот молодые идиоты, понимаете, никто никого не мирит, все болтают. Врача нету, потому что никто не думал, что будет все по-серьезному. Время 7 часов вечера, накрапывает дождик, непонятно, по разным описаниям, дождь то ли начинался, то ли начался сразу после этого. Повозки нету, все приехали верхом. То есть предположить, что будет кто-то ранен, а какой везти-то дальше? Это несколько верст от города. Все это породило огромное количество теорий заговоров. Естественно, дуэльных пистолетов нет. Стреляются из дорожных пистолетов. Такая известная марка есть. Кюхельройтер. Длинный нарезной створ, больше 1 сантиметра диаметр пули. Очень большая убойная сила. Это боевое оружие, если попасть. На каком расстоянии показания разнятся, но, судя по всему, 15 шагов плюс барьеры. Это более поздняя модель. Одна из них. Держите. Вниз, вот со сцены. Где-то вот здесь лучше сказать. Хорошо. Так. Давайте кто-нибудь еще. Сейчас будем считать. Я не ухожу. Стойте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 15 шагов. По некоторым показаниям 15 саженей, это еще больше. Считал Столыпин, он высокого роста, у него шаги гораздо больше, чем у меня, поэтому можем еще пару шагов сделать. А к этому расстоянию надо еще сойтись. Здесь барьер, брошено что-то, может быть, вещь какая-то, условный барьер. Вы должны отойти еще на 10 шагов, уйти далеко за дверь. И вы еще на 10 шагов за сцену. Показания разнились. Известно точно, что Мартынов подошел к барьеру. Подошел ли к барьеру Лермонтов, непонятно. Или он стоял там, где стоял, или прошел полдистанции. Все время разные показания. Но представим себе каноническую версию, что они подошли к барьеру. Вот такое расстояние. Знаете, то есть современного оружия можно промахнуться. А это очень ненадежное. А могло быть еще дальше. Лермонтов стоит вот так вот. Правым боком. Подняв пистолет, посмотрите, вот так. Естественно, отклоняется чуть-чуть назад. Мартынов быстро подходит к барьеру и говорит: стреляйте. Лермонтов молчит. Мы не знаем, подошел к барьеру или нет. Все молчат, смотрят друг на друга. Секундантам это надоедает. Секунданты говорят: ну вы будете стреляться или заканчиваем? В этот самый момент Лермонтова что-то потянуло за язык. Вот, а 4 друзей офицеров рядом. Мартынова аж трясет. Что-то его доконало. И Лермонтов говорит: я в этого дурака стрелять не буду. И Мартынов стреляет в Лермонтова в эту секунду. Нет, Лермонтов не опускал. Он так и стоял с пистолетом вверх. Потом родилась история, что он якобы успел выстрелить в воздух. Непонятно, показания разнятся. Мартынов стреляет наугад, не целясь. Вообще, когда ехали, главная шутка была: Лермонтов, ты только не убей Мартынова, потому что все знают, что Мартынов очень плохо стреляет. У него, судя по всему, близорукость. Очки не носили офицеры. Он просто наугад стреляет, на звук. Попадает ему в бок под легкое, пуля под углом примерно 45 градусов, проходит насквозь, рвет легкие и на вылет. Когда тот же военный врач Барклай де Толли освидетельствовал труп не вскрывали. Было все понятно. Была очень странная запись, что пуля вошла в правый бок внизу и вышла наверху. Опять же, под углом 45 градусов. И вот на эту тему есть масса всяких разговоров. Как такое возможно? Для того, чтобы пуля так вошла. Либо Мартынов должен был стрелять лежа.
Либо Лермонтов должен был быть на коне сидеть в этот момент, ну, пулю вот так. Либо он должен был, как, не знаю, как в «Матрице» Нео, подпрыгнуть на 3 метра и в прыжке в него попасть. Так не бывает. Я не хочу повторять все эти теории заговоров, но на самом деле мне кажется, что все довольно банально, потому что, во-первых, когда человек держит пистолет вот так вот, долго он держал, он надоел, 1,5 килограмма весит, у него автоматически на другой ноге вес, поэтому чуть-чуть под наклоном тела. Может быть, просто был небольшой пригорок. Лермонтов чуть выше находился Мартынова. Мы точное место не совсем знаем. Если вдруг, опять же, точно не знаем, Лермонтов выстрелил первым, что возможно, в воздух, то это еще больше объясняет, а он точно отклонился назад, и пуля вошла вот так вот под углом. Ну и в конце концов Мартынов мог стрелять в полувскидку, он же не сильно целился. Мог с полувытянутой руки выстрелить. Собственно, все. Никаких снайперов, которые, лежа в кустах из винтовки, дожидаясь выстрела одномоментно, как-то описывается преступный царизм, совершенно невозможно. Человек, который не умел стрелять, не целясь, навскидку, умел, но плохо, выстрелил и попал сразу смертельно. Ну, так же бывает, помню, опять же, «Войну и мир». Пьер Безухов первый раз в жизни берет пистолет и тяжело ранит. Это специфика дуэли на пистолетах, тут мастерство весьма условно. Причем, что интересно, помните, из-за чего они стрелялись, да? Из-за Элен. Нет, это причина. Вот, о ней никто вслух не говорит, потому что это оскорбить честь дамы. Стрелялись из-за того, что Долохов вырвал у Пьера Безухова листок грубо из руки. Тот сказал, как вы смеете. Вот листок у него вырвал. Как вы смеете? И стрелялись из-за этого. Так что из-за чего стрелялись Лермонтов и Мартынов, тоже масса всяких теорий. А может быть, Лермонтов как-то оскорбил когда-то давно кого-то из сестер Мартынова. В конце концов, ну что, какая-то судьба. Мартынова признали виновным, приговорили к лишению прав состояния. Такому же наказанию подлежали секунданты. Николай I, доклад которому был представлен на конфирмацию, смягчил, как принято было. Майора Мартынова посадить на гауптвахту на 3 месяца, предать церковному покаянию. Князя Васильчикова, корнета Глебова простить. Это официальные секунданты. 2 скрывали, Трубецкого и Столыпина. Простить первого во внимание к заслугам отца, второго из уважения к полученной тяжелой ране. Мартынов жил несколько лет при Киево-Печерской лавре, каялся, потом переселился в Москву, женился, жил в центре, Леонтьевский переулок, дом 13. Вот несколько лет назад, не так давно, дом Мартынова был снесен, там сейчас какая-то элитная новостройка с подземным паркингом. 200 лет простоял, но не выдержал. По легенде, каждый год заказывал панихиду в церкви по убиенному рабу Божьему Михаилу. Но это все по легендам. Сын писал, что Мартынов тягчайше терзался гнетом угрызенной совести. Говорят, что в старости Мартынов увлекся спиритизмом, все время пытался вызвать дух Лермонтова, попросить у него прощения, но Лермонтов ни разу к нему не пришел. Похоронен был в фамильном склепе у себя в деревне, в поместье. Потом после революции в этом поместье устроили трудовую коммуну для беспризорников, ну, как там, Республика Шкит. Ну и случайно беспризорники узнали, что это, оказывается, тут похоронен убийца поэта, певца революции Лермонтова. Ну и во главе с командиром этой коммуны, будущим, кстати, героем социалистического труда, одним из основателей стахановского движения, не будем называть фамилию, вот во главе с руководителем этой коммуны, пионеры пошли, выкопали всех Мартыновых, всех утопили в соседнем пруду. Лермонтов, как считается, скончался на месте, не приходя в сознание. На похороны приехали офицеры из самых разных полков. Кстати, что говорит о Лермонтове как о храбром офицере, они уважали его. Но никто не хотел его отпевать в церкви, потому что был один-единственный православный батюшка, кто брать на себя ответственность не хотел. Убитый на дуэли – это почти самоубийца. Поэтому отпевал его сначала какой-то католик, потом вроде грека нашли священника из греческой церкви. Бабушка ждала на день рождения внука к себе в октябре. Лермонтов же наездник, любитель дорогих лошадей. Обещала ему самого красивого и самого лучшего в Петербурге, самого дорогого коня в подарок. Узнав, с ней случился удар, по легенде, она ослепла от горя. Ну, мы не знаем,
Лермонтова похоронили там же, в Пятигорске. Там сейчас есть его могила. Но потом, спустя несколько месяцев, бабушка добилась разрешения останки внука, единственного любимого, перевезти к себе в поместье в Тарханы. Его привезли в Тарханы и захоронили там. А спустя какое-то время там же похоронят и отца Лермонтова, с которым он все время хотел быть вместе, и так они не смогли с ним быть вместе, оказались рядом только после смерти. Какая была реакция власти? Естественно, пересмотрел перед встречей с вами все передачи Ираклия Андронникова, классика лермонтоведения. И вот Ираклий Андронников говорил, что ненависть царя к Лермонтову была беспредельна. Да нет, конечно. Нет, конечно. Вот это вот известная история, которую тиражировала потом бывшая жена, так мир опять же тесен, Столыпина Монго, княгиня Трубецкая. Столыпин ее бросил, она его терпеть не могла, наверное, это ее распространялось и на дружков своего мужа. Она говорила, что якобы, когда государь узнал о кончине Лермонтова, он зашел в комнату, где сидели его близкие, и сказал: «Полученное известие: Лермонтов убит на поединке, собаке собачья смерть». Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна, сестра императора, вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял своей сестре, на 10 лет его старше, и, вошедший назад в комнату, где еще оставались лица, это все было после какой-то церковной службы, видимо, за дверью кто-то был еще, уже публично заявил: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит». Ну, справедливости ради скажем, что у всей этой истории нет ни одного свидетеля. Ни первой фразе, ни второй. Все опубликовано много-много лет спустя, после смерти и Лермонтова, и императора Николая I. Сохранилась только запись в дневнике императрицы, супруги Николая, Александры Федоровны, которая написала, кавычки: «Гром среди ясного неба. Почти целое утро с великой княгиней, не знаем с кем, из родственников, читали стихотворение Лермонтова». Супруга императора Лермонтова любила как поэта. Ну вот так, 26 лет. Закончилась жизнь. Что страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недух исчезнет при слове рассудка, и жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. За год до смерти. Хотел на этом закончить. Это такой, поделюсь секретом, авторский трюк писательский. Называется «закончить на грустинке». Всегда трогает, принято у многих беллетристов особенно. Все хорошо-хорошо, а потом раз в конце герой погиб или что-то с ним случилось, и конец романа. Но я нарушу эту традицию, не пойду на поводу этого писательского трюка. Давайте немного поговорим о жизни Лермонтова после смерти. На него обрушилась со временем огромная слава. И даже смерть его этому поспособствовала, потому что эта романтическая смерть в столь молодом возрасте, бессмысленная, на поединке, романтика, непризнанность при жизни. Про Лермонтова написано огромное количество исследований. Я взял с собой несколько книжек. Вот эта вот книга довольно любопытная. Это только о юных годах Лермонтова, там по минутам все расписано. И Николая Бродского советую почитать. Но при этом все равно остаются страницы биографии, которые будоражат исследователей. И теория заговоров с его последней дуэлью, и теория заговоров с его первой дуэлью, и какой-то масонский кружок 16, который якобы Лермонтов преследовал и планировал его убийство. И то, что Лермонтов был агентом третьего отделения, и то, что Лермонтов участвовал в разведывательных операциях и с тайными миссиями ездил в Крым, и даже, хотя он там никогда не был, про это написано несколько романов, и были литературные мистификации, довольно известные Вяземского, такие как «Дневники Берии», про Лермонтова, где вот якобы его отношения с реальными историческими персонами, это были агенты разведки, судя по всему, английской, французской, европейской, которые занимались снабжением мятежных горцев оружием, деньгами. И вот Лермонтов
был в этой разведывательной, контрразведывательной интриге. Значит, очень много на тему этого написано и выдуманного, и настоящего. И правду мы никогда не узнаем. Мы, собственно, понимаете, мы за это нашу историю и любим. Очень много тайн. Я говорил вам, что в 2014 году, когда отмечались 200-летие со дня рождения Лермонтова, и Владимир Владимирович в Тарханах сказал очень много искренних слов, это был как раз год культуры. С той поры Лермонтов действительно стал мировой знаменитостью, переведен на все языки. 15 опер и 7 балетов. У него произведение-то чуть-чуть, в одном томе умещается. 15 опер, 7 балетов. Сотни улиц названы именем Лермонтова. Есть город Лермонтов в Ставропольском крае. Огромное количество памятников Лермонтову. Ну, самые знаковые мы знаем. На памятнике главном историческом тысячелетия России в Новгороде. В Пятигорске по подписке на пожертвования еще в XIX веке был открыт в 1889 году памятник Опекушина Лермонтову. На открытии памятника присутствовала девушка первая, в которую Лермонтов был влюблен и писал об этом в своих дневниках. Блондинка с голубыми глазами. Представляете? В 1889. То есть Лермонтов вполне мог жить в это время и писать. Ну, от русской кавалерии есть знаменитый памятник Лермонтову перед зданием бывшего Николаевского кавалерийского училища, сейчас на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге. И помните, я вам рассказывал, что на закладке этого памятника с речью выступал другой известный выпускник этого училища, прославленный Семенов Тяньшанский, путешественник, который видел Лермонтова на мойке перед квартирой Пушкина. Это 1913 год. Ну вот последний памятник Лермонтову в Грозном, такой большой, открыт был уже в наше время. Про кино я рассказывал много. Не только Путин, Си Цзиньпинь признался, что Лермонтов его любимый русский поэт, а его стихотворение «Парус», «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом», весьма звучащее в контексте восточной философии. Си Цзиньпинь сказал, что это его любимое стихотворение о твердой воле и упорной борьбе. По-разному видят, по-разному читают, но ценят и знают. В имении Середнякова, где жил Лермонтов, Михаил Юрьевич, на секунду, привстаньте, пожалуйста. Я никогда так не делаю, но просто обращаю внимание на Михаила Юрьевича, не потому, что он праправнучатый племянник Лермонтова и руководитель Лермонтовской ассоциации, которая объединяет всех потомков рода Лермонтовых и в нашей стране, и в мире, а их сотни, прославленный шотландский род, но и потому, что Михаил Юрьевич приложил неимоверные усилия к сохранению, восстановлению на частные средства этой усадьбы. Она до сих пор, кстати, находится в государственной собственности, у Лермонтовской ассоциации в аренде, что, на мой взгляд, несправедливо. И вы можете туда прийти, там прекрасный Лермонтовский музей, интереснейшие экскурсии. Придите, посмотрите, но вопрос не в этом. Опять же, мир тесен. Эту усадьбу выбирал Владимир Ильич Ленин для своей загородной резиденции. Потом выбрали Горки ленинские. Но Ленин был в Середняково. Проводил там время, гулял, ему очень нравилось. И как вспоминала Надежда Константиновна Крупская, то в последние годы он часто перечитывал Лермонтова, особенно любимое стихотворение «Сон», где Лермонтов видит себя мертвым. Поразительное стихотворение. Вот придете домой, перечитайте там «Сон во сне». То есть еще должно быть 3 Тарантино, которые смогут это экранизировать. До сих пор спорят, что имел Лермонтов в виду. Ну, опять же, я не буду говорить ничего о поэзии, потому что я не специалист и не хочу умничать. Но вы знаете, Лермонтов же тоже говорил очень много, как и Пушкин, как и другие великие наши поэты. Говорил стихами без подготовки, экспромтом. Но при этом уже в зрелом возрасте 26 лет он стал поразительным совершенно стилистом. Вот мы с чего начинали, что поэты, они как композиторы. Поэзия – это музыка. Последние свои стихи Лермонтов каждое слово переписывал, не писал набело сразу, переписывал, оттачивал, менял слова, менял окончания. Есть автограф
Но одного из последних его стихотворений, которое каноническое в школьной программе, «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана, утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя», и так далее. И там столько поправок уточняющих, пока он не достигал абсолютного совершенства, понимаете? И он достиг в этом такого невероятного мастерства, что даже невозможно себе представить, чего бы он создал еще, если бы судьба дала ему, ну, предположим, еще 10 лет, как Пушкину. Или еще 15, как Гоголю. Или еще 50 лет, как Толстому. Можете себе представить? Толстой говорил: проживи этот мальчишка чуть дольше, и ни мне, ни Достоевскому нечего было бы делать. Каким нам представляется Лермонтов? Вот давайте посмотрим его портреты. Вот он одинокий, да, выхожу один я на дорогу, не верящий в людей. Уж не жду от жизни ничего, я не жаль мне прошлого ничуть, и меланхоличный до депрессивности, то я бы хотел забыться и заснуть. И он же, вспомним, он же балагур, заводила, душа компании, гусарской компании. Очень образованный, очень многосторонний человек. Он, страшно сказать, он гораздо образованнее Пушкина. Больше иностранных языков. Он играет на самых разных музыкальных инструментах. Рояль, скрипка, флейта, семиструнная гитара, ну то есть на всем. Французский, итальянский, немецкий, латынь, английский. Он перечитал страшное количество книг. Он невероятно одарен от природы. Он талантливый художник. При этом он же бабушкин внучок, Борчук, богатей, избалованный. Он вроде как очень такой болезненный, все время болеет. До 3-4 лет почти не ходит. При этом он силач, храбрец, мастер рукопашного боя, прекрасный аналитик. Он пишет, будучи командиром отряда, постоянно аналитические записки в штаб. Что сделать, как улучшить, как лучше воевать. Мог сделать хорошую военную карьеру. Значит, тот парень, с которым можно пойти в разведку. Точно прикроет. И при этом он противник войны. Можно сказать, пацифист. Он симпатизирует горцам, поэтому его так любят на Кавказе. Ну, ему нравится их культура, смелость, отчаянность, образ жизни. Есть легенда известная кавказская, что якобы было какое-то там распоряжение в верхах в этого Лермонтова не стрелять. В русского офицера в красном мундире не стрелять. Он ашук, поэт. Поэта убивать грех. Он вроде бы такой, знаете, низкорослый, сутулый. Маешка его звали, как горбуна французского. В военном училище мрачный, с плохим характером, злой, несносный, неулыбчивый. Девушки его не любят. При этом те, кто знали его, говорили, что очень верный друг, такой трогательный, добр к друзьям. Еще удивительная черта у Лермонтова, которую вспоминает, он был невероятно прост в общении с простыми людьми. Его обожали конюхи, повара, кухарки, обслуга. Вот все, перед кем не надо выпендриваться и что-то из себя представлять. Самые простые люди. Он с ними был невероятно щедр, улыбчив и прост. Редкая черта. Он популярен среди солдат, потому что он с ними вместе, рядом. Среди самых отчаянных башибузуков, потому что он такой же, он любого переплюнет своей лихостью. Ну, по поводу девушек, которые его не любили, тоже большой миф, потому что потом они гурьбой за ним бегали, ну, в рамках приличия того времени. Кажется, к 25 годам он достиг всего. Деньги у него всегда были. Чем он отличается от Пушкина? Пушкин профессиональный писатель. Он деньги этим зарабатывает. Он профессионал. Даром только птички поют, как говорил Шаляпин. Пушкин пишет за деньги, пытается издательским бизнесом заниматься ради денег. Ничего не получается, но пытается. А Лермонтов любитель. Лермонтову вообще ничего не надо. У него все есть. У него при жизни 2 книжки вышло. Маленький такой, тоненький. Посмотрите в музее на Молчановке. Копия тоненький, сборник стихотворений. И он такой же герой нашего времени. Все. Все остальное после смерти издается. Но при этом он моден, все его обожают, везде зовут, царская семья его знает, в царской семье его стихи герои читают. Ну, казалось бы, живи, наслаждайся славой. Выйдешь в отставку, будешь знаменитым писателем, только не играй против правил, только ничего не делай против общества. Ну, вот не такой, понимаете, везде его зовут, а он везде одинокий, везде один. Все время один.
Без матери, без отца, без возлюбленной, без семьи. В общем, скучно и грустно, и некому руку подать. Два разных человека. У него до сих пор две могилы. Могила в Тарханах, и сохранилось, и туда ходят туристы, место захоронения в Пятигорске. Есть место дуэли в Пятигорске, такое знаковое, туда автобусами туристов возят. Но, судя по всему, будет сейчас другое место дуэли. Все-таки раскопали, а исследователи, что это, куда возят туристов, ну, совсем никакого отношения к дуэли не имеет. Совсем в другом месте это было. И я надеюсь, рано или поздно будет сделан уже хороший памятник Лермонтову на более вероятном месте его смерти. Две могилы, два разных человека. Каким он был на самом деле? Еще интереснее, каким бы он был в зрелости, если бы еще пожил, мы уже не узнаем. Нам этого не дано понять, поскольку Бог дал Лермонтову очень мало времени. И в этом видится нам гигантская несправедливость судьбы. Может быть, да, а может быть, нет. Хотел сказать, кто мы такие, чтобы судить о Божьем замысле, но, видите, вы прочитали мои мысли. Спасибо большое вам за любовь к русской истории. Спасибо.